Да, все будем делать. Мы сейчас просто заранее включили, видите, да? Да, все. Я специально оставляю, чтобы все было автоматически. Пускай будет, да. Что-то вот с организацией. Начнем еще. Мы уже задержимся, должны уже начать. Сейчас соседи. А на Толуха, на прямой эфир у него, да, я просил у него скайп, по-моему, получается. Ну, его скайп нужен, да, чтобы связать. Да? Хорошо, все сделаем. Сейчас сделаем. Я отправлю там сообщение в честно, что меня высветился Порошенко. Да. Все, да. Так, теперь смотрите, у нас что должно быть? Одна Толуха. Дмитрий, добрый день. Нужен ваш скайп, чтобы связаться. Можете скинуть? Что у нас еще? Дмитрий. Сколько всего будет человек? Так, сейчас программу надо. 3 или 4 будет. 3 в скайпе и 1 человек в WhatsApp. Да, один в WhatsApp и 3 в скайпе. Так, Дмитрий, что у нас еще? А, Чернев. Речи. После этого речи. Смотри, коротко, все программы, презентация новых политических. Вот ты можешь пытаться чисто зачитать. Ну, в принципе, не, вы Расимата, ночь мотали сюда, смотри, обязательно Расимата, приветствую участников первого, как положено, все зрители. Гостей, гостей съезда. И потом, да, потом я выступлю. Так, сейчас я на голове снова. Смотрите, я сейчас скайп какой-нибудь. Zoom не получилось. Вот скайп телефона. Скайп не получилось. Сейчас выбрасываю. Когда Егор Чернев выйдет, он выйдет 14:30 через час он выйдет. Связь. Следом будет на Толуха. Сейчас его по серии нету. Так, вот это Гончаренко. И сейчас третий скайп должен быть на Толуха. Как он стоит, я вам сброшу. 3 человека по скайпу. Один по WhatsApp. Джабраил сейчас надо найти. Просто не знаю, как вот такая, просто не знаю, там 2 человека есть, я не знаю. Это вот, который... Ничего, что вот это в кадре? Ничего страшного. То есть она будет это все время? Да. Может, вы скажете, как может знаете, который из них? Смотри, Егор Чернев будет первый у нас, 14:30. Затем будет... На Толуху пока еще не прислал, он будет Егор с него сразу. Я не ошибся, вы правильно, да? Да, Егор Чернев. Джабраил, ну, скажи,
нашему Корчинскому скажи, чтобы он принял запрос на скайп, иначе не могут связаться. Не выключить проекты, чтобы они видели там ваши переписки. Да, они ему дали запрос, если он не примет, они его видят не будут. Просто могут связаться на скайп. Когда WhatsApp ваш открывать, допустим, проекты, ничего, что То есть WhatsApp, я просто сейчас оговариваю с WhatsApp. ну, так нужно позвонить и открыть видео. Ибраим, Смотри, вот это, видишь, она всегда была запись. Когда говорят, это всегда ваши персонажи. И, ну, без надобности ты его не включаешь. Ну, вы скажете, что Ты сам, я то есть, когда уже окончили, допустим, конференцию, выключить пока что его. Да, окей. Там запрос скинул на WhatsApp. Там, пока ты не примешь, ты на WhatsApp Все, скинул. уже принял. Принял, да? Вот, все, да, Я принял. сообщение отправил, если что, Давай тогда. Муаммар, هو أنا قولتي هو حبيبي وزتوش بروس وش خطأ كذا مش Так, на президиум. Маму, по президиуму. потом, когда говорит, я его могу. Сзади, ты же не сможешь лица закидать. Если нет, то не снимай. Просто сделай подсъемку сзади. Ну, чтобы когда люди обращаются, чтобы лица не Когда будет там туда бросать? Да, ты постоянно на президиум, а сзади вот ты сможешь несколько таких подсъемок сделать, чтобы видно было, что здесь люди сидят. Ну, хорошо. Лица не показывают. То есть, как здесь листать? Подожди, не. Не, вверх не запустим, просто мышкой. Просто это, ну, Так наш хад يعني Видео? Видео? скетчу. Это ты как ведущий здесь. Смотри, там нужно будет немножко симпровизировать, потому что по времени мы уже не укладываемся. Будешь как бы согласовывать. Тамам? Фатим, трибуна нужна. Остановился. Смотрите, вы скинули два скайпа, получается, и вот WhatsApp. А еще раз, Смотри, я сейчас, он откроет сест, я выступлю, следом пойдет Мирешко. Нужно писать имя. Он второе заявит. видео нужно. Да, это первое видео, вот это пойдет. Стоп, первое там, где сейчас, секунду. Первое будет с этим человеком. Да. Не, с этим будет, с Мирешко. Все, окей. Ну, лишь бы ты в камеру не попадал. Ну, вот. Лайфа не будет. Да, после меня Мирешко просто. Не будет. Не, просто тут картинку не... Я мешаю. По идее, нет, по идее. Хасан, Главное, чтобы от с камеры, но... перебрались на бутик, чтобы плавно выходили. Все, окей, хорошо. Хорошо. Феликс, вот это не мешает, может подвинуть его?
Вот так все нормально. Все. Можете сказать, смотрите, то есть вы сейчас проговорите, видео включите, а потом кого-то позовите, Когда будет назовите, я тебе скажу, я просто сюда подойду и буду тебя... А скажите, вот вы скинули, да, 3 человека, если 4 вы потом скинете? Чего? Вот вы скинули, вот у меня есть Дмитрий, Да, вот 3 всего. да, всего 3. Да, всего 3. Все, хорошо. Вы скажете, еще какое видео включить? Сперва это? Сперва это, да, вот, после моего выступления. Но я, когда выступлю, я подойду, буду рядом. Так, ты наш хаци день. Хадаешь так наш, Бога я не сам дал. Так, Абдуман, смотри, сейчас. Да. 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 Все. Сейчас. Программа «Алёшка» и идем, да, читать. Да. Доклады. Да, доклады. Ладно, будут, скажи, что по программе будут дополнения. На первый день мои слова, на второй день есть. Да, на первый день будет некоторые подкорректировки. Так. Передать. Не, вот программу, чтобы это был курс, да? Ага. Да. Звук записывать как всегда. تقنش حدا يلي صعبو تقنش حاوي يصير شو كنت حداش شو يشتغل حداش عبد الملك да. Сейчас вот Абдумалик. Смотри, Абдумалик, выключай, чтобы не... Батареи долго поменяемся. Но лучше выключать, когда не говорят, да? Экономия. Так, сейчас у нас Абдумалик откроет съезд, мы начнем, иншаллах. И у меня настоятельная просьба в зале присутствующим не снимать в целях безопасности для наших участников. Вот президиум, пожалуйста, снимайте сколько хотите, только в зале нельзя снимать, потому что тут мы понимаем, да, нашу ситуацию. Журналисты, они уже как-то будут стирать лица, да, и простым участникам, здесь делегатам съезда лучше не снимать в зале. Спасибо за внимание. Там боги доносят.
Скажите всем, чтобы в зал зашли, потому что мы сейчас минут 3-5 уже начнем. Секреты, кто там на улице, скажите, чтобы все зашли в зал. Сейчас включите. Да, смотри. А вот время контролирует, вот батарейка контролирует. Вообще, вот батарейка контролирует, если что, нет. То есть сейчас будет одна запись или несколько? Ну, все равно будет несколько, но тоже не важно. Если что вы переключите дорожку, я попросил как-то паузу. Мне просто когда никто не говорит. Проще. Лаймаш, دي ناس بيش لبوه و يعني مالبوس أنا وطي عشان لаймаш شو يشون بيشنا فنية خوشة شو تيوزي شو позорвал что позорвал شو يشون متكشون لаймز. Готовы мы, да? Скайп нужно проверять перед этим, нет? Нет, можно только закрыть? Можно. Так, все готово. Да, скайп не будет накладывать, надеюсь. Все будет нормально. Так, батарея очень все выставилось. Начинаем. Феликс, посмотри, как сейчас люди зайдут, вы сзади, картинку дайте. И вы тоже, да, как вы зал сидите. Здесь лучше. Видно? Феликс, это проверьте звонок, да? Не, это... Можешь сесть с телефона? Через уведомление. Не знаю, что оно не приходит. Нет, тут лишний запись. Я же не приходил. Assalamu alaikum. Vejli, bez звука плакать. Mesela dikkat et, telefonu şey diyordu. Обязательно бисмилlah, вечный приветствуешь. Табгаха, сава, сюда маска, приветствуешь. صفر نبغى نطلع بشيء كريتيك شو كيرش هذا كيرش هذا تكمش على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Наш хорошо. Добрый день. Мы приветствуем всех наших гостей, делегатов, также всех землеков, сторонников независимости Чеченской Республики Ичкерия. Я сперва хочу зачитать Первый международный съезд Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Мы сегодня
будем работать по теме поиск решения актуальных проблем чеченского народа 25-26 ноября 2022 года. И у нас первый день будет по тематике презентация нового политического движения «Единая сила», политико-правовые аспекты движения «Единая сила», обсуждение общей концепции движения, определение статуса движения, органы управления и структурные подразделения, эксклюзивные цели и задачи, полномочия, функции руководителей структурных единиц, избирательный процесс и выборы руководства, поддержка чеченских военных подразделений в Украине, налаживание взаимоотношений государственных органов Украины, программа «Единая сила» по деоккупации и развитию Чеченской Республики Ичкерия, общественно-политическая ситуация Чеченской Республики и вынужденной политической эмиграции, политико-правовые проблемы чеченского народа в эмиграции, политическая оценка самодеятельности так называемого правительства изгнания, предложения по решению подобных противоправных ситуаций, мотивация чеченцев и необходимость борьбы с внутренним беззаконием, солидарность чеченцев в борьбе с борьбой украинского народа с российской агрессией, поддержка семей павших бойцов сопротивления российской агрессии, защита чеченцев от противозаконного преследования и дискриминации, установление взаимных отношений с общественными организациями Европейского Совета, определение методов исполнения решения съезда, обсуждение и принятие итогов документов съезда. И я сейчас хочу представить, первое слово я хочу дать нашему брату Сулейману Джамбулату, руководитель комитета ТОЛАМ и организации Барт Маршал. Ассаламу алейкум, Масак Салам Маршалду, делегач, Хайши, Хайчвам Бехкен, Хайши Масу Маршалду Вилшу, Чубехкен Чана, Эти Тагаска Макаду Цардус, Шупурбанс. Я приветствую всех участников нашего съезда, гостей съезда, делегатов. И сегодня мы собрались на первый съезд, на первый международный съезд Объединенной чеченской диаспоры, Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Это мероприятие, знаменательное мероприятие, я скажу. Такие мероприятия, несмотря на то, что мы сегодня находимся вдали от Родины, во все сложные этапы истории проходили такие собрания, и чеченский народ находил в себе силы обсудить свою проблему, ставшую насущной в этот момент исторически, и найти пути решения этих проблем. В связи с этим хочется отметить, что этот съезд в 21 веке, это первый съезд подобного формата, подобного масштаба, и он призван решить глобальные проблемы национального масштаба. Хотя сегодня мы понимаем, что мы всего лишь часть народа, который находится в вынужденной иммиграции, но на нас сегодня лежит большая ответственность. Мы знаем, что сегодня Чеченская Республика Ичкерия находится под оккупацией Российской Федерации. Верховная Рада Украины 18 октября признала нашу страну оккупированной, признала геноцид чеченского народа. И ситуация в мире в связи с войной, сегодня Украина меняет мировую политику. Украина стала тем триггером, который меняет всю мировую политику. И это на нас тоже возлагает определенную ответственность. Сегодня мы должны решить, как нам быть дальше. Мы знаем, что чеченский народ, граждане независимой Чеченской Республики Ичкерия, основная часть народа она оказалась не в состоянии сегодня выразить свою политическую волю. А мы, те, кто сегодня оказались вынуждены на чужбине, мы также сегодня разрознены, к большому сожалению. Мы старались решить эту проблему в течение предыдущих многих лет. Были попытки отдельных общественно-политических деятелей, были более масштабные попытки, как попытка нашей организации, которую я и по сей день возглавляю. Вот недавно обратно принял я руководство этой организации, Барт Маршал, ее многие знают, в Европе знают, знают также за пределами. Эта организация на протяжении 4 лет предпринимала шаги, чтобы консолидировать все чеченские политические силы. И мы убедились, что это в принципе невозможно.
невозможно в ряду обстоятельств, в силу ряда обстоятельств. И если что-то не удается, то нам Всевышний дает возможность предпринять некоторые другие шаги. Мы не можем успокоиться на том, что есть. Мы знаем, что наши легендарные лидеры, павшие на пути к независимости, наши президенты, прежде всего, это удивительная история маленького народа, который на протяжении 20 лет потерял 5 своих лидеров в борьбе независимости. Эти люди, которые, будучи первыми лицами государства, не покинули поля сражений, остались до конца со своим народом и пали мучениками на этом пути. И этот путь, ярчайший путь истории нашего народа, уже не говоря о 300-летней войне, о 300-летнем противостоянии чеченцев этому монстру, российскому государству, мы обязаны сегодня найти себе силы, объединиться, объединить все наши усилия, весь наш потенциал, чтобы все-таки наша мечта наших предыдущих павших героев и мечта наших людей, которые сегодня находятся здесь, находятся в Чечне, и мечта наших детей, чтобы она осуществилась. Мы должны себе найти эти силы. Для этого мы предприняли вот этот шаг, чтобы был сегодня проведен этот съезд. На этом съезде мы обсудили все наши проблемы, начали искать пути решения. Каковы они нам видятся. К сожалению, мы должны констатировать, что чеченская политическая мысль на протяжении последних десятилетий, можно сказать, она жила прошлым. Мы все время озираемся на прошлое. Да? Мы небольшой традиционный народ, который почитает предков, почитает свои традиции, очень чувствительный к своей религии и ко всему, что идентифицирует его как чеченец. И поэтому мы все время озираемся на прошлое, озираемся к нашим, скажем, героям прошлого. Мне кажется, что именно это послужило тем, что мы не имеем сегодня динамики развития политической мысли чеченского народа. Нам ни в коем случае нельзя забывать, кто мы такие, откуда, корни, но при этом мы не должны жить прошлым. Мы должны смотреть смело вперед, в будущее, жить всего и решать наши проблемы, исходя из существующих реалий, из сегодняшних реалий. Для этого, отталкиваясь от прошлого, никак не забывая это, чтя все, что было раньше, мы должны смотреть вперед в будущее, смотреть, как развивается мир, какие тенденции развития в мире. Мы должны стать органической частью всего мирового сообщества. И вот сегодня мы здесь собрались, чтобы именно в этом русле, в этом контексте решить нашу проблему. Наш призыв тех, кто сегодня по сей день старался как-то консолидировать наших политиков прошлого, они нас заставили убедиться в том, что мы скрупулезно искали пути того, чтобы этот все-таки старый конструкт был восстановлен. Но нас заставили убедиться, что это невозможно. Невозможно починить то, что уже сломано окончательно. Нет, ни в коем случае мы не говорим про чеченское государство. Оно есть, оно оккупировано. Мы говорим о тех политических конструкциях, о той политической надстройке, которую сегодня выстраивают здесь. И хотят сказать, что только эта часть имеет право говорить за весь народ. И у нас вот таких частей много. Это все приводит нас в тот ступор политический, с которым мы сегодня столкнулись. И, к сожалению, мы несколько запоздали постановление Верховной Рады Украины. То, что президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на петицию чеченцев, то есть украинских граждан о том, чтобы признали Чеченскую Республику Ичкерия. На то, что на эту петицию и на обращение Зеленского с большой надеждой, с тем, что все воспряли от того, что мы на протяжении последних 20 лет были оставлены как бы на произвол судьбы самим себе. Сегодня появилась очень большая надежда у чеченского народа. И в этот момент, к сожалению, мы видим, что есть политический ступор, который не дает нам продвигаться дальше. Мы намерены
решить этот вопрос народным представительством. Вы, участники и прежде всего делегаты, которые делегировали огромное количество людей, если каждый из вас делегировал 5, 10 или 20 представителей чеченского народа, то здесь мы видим, что вы очень широко представлены. То есть очень широко представлена чеченская диаспора, которая находится вынуждена в эмиграции. И мы сегодня намерены начать процесс диалога с вами, с народом, чтобы был решен вопрос представительства чеченского народа здесь, за рубежом, с тем, чтобы мы могли налаживать взаимоотношения с нашими европейскими партнерами, с партнерами других стран мира. Нам этот диалог нужен. И с вами нам нужен диалог с мировым сообществом. Вот основная цель нашего собрания. И мы намерены, не озираясь на все трудности, на все проблемы, мы намерены твердо идти вперед, более не озираясь на все то, что нам мешало до сих пор двигаться. В связи с этим скажу, что в последние год-два у нас наладились очень хорошие отношения с представителями разных ведомств европейских стран, а также Украины. Сегодня здесь перед вами выступят несколько высокопоставленных политиков Украины. И мы на днях с Анзором Асадовым были в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кстати, примечательно, что мы позавчера, 23-го, посетили штаб-квартиру ЮНЕСКО. Конечно, мы не говорим, что это мы на это повлияли, но очень знаменательно, что Россия исключена из этой международной организации после нашего визита. Это, можно сказать, еще одна наша победа, общая наша победа. И мы далее намерены идти так вперед. Сегодня Россия изгой в этом мире. Именно Украина выявила истинное лицо Российской Федерации. И сегодня мы должны сплотиться, все вместе дать отпор этому агрессору, который на протяжении веков мучает свои соседние народы. Мы должны положить конец этому монстру. На этом я сегодня вступительную речь завершаю и передаю слово нашим участникам. Извиняюсь, сейчас коротко, у меня речь была несколько объемная, речь будет резюме этой речи на французский язык, потому что у нас есть участники французской прессы и просто люди, которые не понимают русского языка. Для них будет такой резюмированный краткий перевод. Ah, ça fonctionne? C'est bon? Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce premier congrès à ce premier congrès international de la diaspora unie de la République tchétchène-Itchérie. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés car nous avons pendant longtemps essayé de régler ce problème qui est de consolider les 3 gouvernements en exil, mais en vain malheureusement. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés en fait de régler ce souci car cela n'a pas été possible avec les 3 gouvernements en exil qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Nous devons donc réaliser ce rêve qui est de libérer notre pays en discutant avec le peuple. Nous devons faire partie de ce monde et avancer avec lui. Cela commence bien car nous avons déjà de très bonnes relations avec l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, des députés ukrainiens vont prendre la parole. C'était un résumé parce qu'en fait, les personnes qui vont prendre la parole ont très peu de temps, donc à chaque fois, ça va être juste des petits résumés en reprenant le plus important. Уважаемые гости и зрители, я хочу представить слово Александру Александровичу Медешко. Это украинский ученый, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета.
Он является также народным депутатом Украины от партии «Слуга народа». И руководит комитетом внешней политики. И является одновременно руководителем комитета внешней политики. Сейчас, Мирешка, запустишь вот. Уважаемые друзья, приветствую всех сознательных граждан Чеченской Республики Ичкерия. От лица народа Украины и всего депутатского корпуса хочу выразить вам свое глубокое уважение. Несмотря на все ужасы войны и российской оккупации, вы не теряете веру в то, что в скором времени вернетесь на родину. Вы делаете все, чтобы приблизить этот день. Мы благодарны чеченскому народу за активное участие в обороне Украины от российской агрессии. Мы с вами сражаемся против общего врага, и мы являемся с вами братьями по оружию. В лице Украины вы обрели надежного союзника и друга. Мы приветствуем идею необходимости деоккупации территории Чеченской Республики Ичкерия. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией. В этом же законе содержится осуждение геноцида чеченского народа. Я уверен, что скоро нашему примеру нашего парламента последуют парламенты и правительства других государств. Знаю, что работа в этом направлении уже ведется. Чеченский народ пострадал от российского агрессора и имеет право на самоопределение. Мы уверены, что на территории Чеченской Республики Ичкерия установится демократическая власть. Диктатор Кадыров будет свергнут и предан суду. Мы уверены в том, что... Все? Да, это Donc là, la personne qui a pris la parole, c'est Alexander Mereshk, un député du Parlement ukrainien. Et si je ne me trompe pas, il s'occupe de la politique étrangère. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il encourage le peuple tchétchène, donc tout le Parlement ukrainien ainsi que le peuple ukrainien encourage le peuple tchétchène, les remercie aussi pour toute l'aide que les bataillons tchétchènes leur ont accordée durant cette guerre en Ukraine. Donc ce qu'il dit, c'est que les Ukrainiens et les Tchétchènes se battent ensemble contre un ennemi commun, donc la Russie. Le 18 octobre 2022, comme vous le savez tous, le Верховная Рада Украины, donc le Parlement ukrainien, a reconnu la Tchétchénie comme étant un pays sous occupation russe, temporairement bien sûr. Il a aussi reconnu le génocide du peuple tchétchène de 1944 par Staline, sous l'URSS. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il ne doute pas que les autres parlements de d'autres pays vont les suivre, donc en reconnaissant la Tchétchénie comme étant un État occupé par la Russie. Il dit que c'est même déjà en cours. Et voilà. Я хочу представить слово нашему брату Андору Масхадову, Смотри, чтобы... который является главой международного движения по освобождению Ичкерии, Чеченской Республики Ичкерия. У нас должен быть Чернев. Да, Милана. Son döhar müştega nokçi maktalar oldu son ve dabon da vejli Allah obo masera Наладив, да. так ve tam dilo что помша bahneша что ve del döhadu da Allah qom döhadu так цандян кечлуша ду это до кечлуш ду это захада экандас и bahneшу дело. А теперь я на русском. Скорее всего, мне будет легче зачитать свою речь здесь. Ну, сейчас должно все стать на место. Сейчас должно стать на место. Хасан, зависает. Сейчас я сделаю. Назар, у тебя зависает теперь, нет? У меня, я не знаю. Нормально.
Я хочу обратиться к своим братьям и сестрам, ко всем активистам и публичным личностям, кому не безразлична судьба нашей отчизны, и которые выступают за деоккупацию Чеченской Республики Ичкерия. Время, в котором мы все сейчас живем, может войти в историю как время, в которое Чеченская Республика Ичкерия стала вновь независимой. Война, развязанная Россией против Украины, сформировала историческую ситуацию, в которой весь мир против России, и проблема оккупации Ичкерии должна снова зазвучать. Такого шанса на обретение независимости не было у нас никогда. Мы обязаны использовать наш шанс. Не буду говорить про кризис, в который нас вогнал наш враг и в котором мы находимся более 20 лет. Нас пытались и пытаются рассорить, разделить, запугать, чтобы мы оставили любые попытки вернуться к своей борьбе. Не все те люди, которые провозглашают идею независимости Чеченской Республики Ичкерия, действительно в нее верят. Некоторые даже работают на то, чтобы она навсегда осталась недостижимой. Чеченский народ не обмануть. Мы носом чуем предателей. Да, у многих истинных сторонников независимости есть разногласия, и они играют на пользу нашим врагам. Но для того, чтобы достичь нашей общей цели, мы должны объединиться, выступить единым фронтом. Наша логика простая. Деоккупация Ичкерии, свободные выборы, независимость. Только так, только путем победы над Россией, свержения пророссийского режима и законных выборов, возможно свободное будущее Ичкерии. Если не сейчас, то потом будет поздно, и мы пожалеем, что упустили сегодняшнюю возможность. Ведь сегодняшними внутренними конфликтами, которые строятся на разном ведении шага 2, мы заставляем наш народ терять надежду на будущее. Показываем, что мы не нашли согласия внутри. О чем эти конфликты? Ведь ведение шага 1, первого, у нас общее, это деоккупация. А шаг 2 невозможен без свободных выборов. Будет победа, будут выборы, у всех сил будет возможность показать свое видение развития Ичкерии. Народ все в силах решить сам, и мы должны дать им такую возможность. Деоккупация нашей Родины невозможна, пока мы не в состоянии оставить все эти конфликты и амбиции ради общего дела. Мы должны принять этот факт. В Священном Коране особо подчеркнуто, что Всевышний Аллах не даст победу или помощь тем, у кого нет единства. Неужели та дележка, незаслуженные обвинения, нелестные высказывания в адрес друг друга превыше всего остального ценного для нашего народа? Мы не должны забывать о том, что ответственны перед потомками, которым передаем эту тяжелую ношу. Давайте сделаем это ради Аллаха, ради нашего народа, ради будущего наших потомков. Нам необходимо забыть о личных амбициях и вернуться к главной цели – достижения независимости и гарантии безопасности для чеченского народа. Мы должны простить друг другу обиды, ведь даже хроника мы умеем прощать. А если учесть, что между нами нет крови, то вопрос объединения можно разрешить без особого труда. Я не говорю о предателях и пособниках российских террористов, убийц нашего народа. Хочу задать всем присутствующим вопрос. Этот вопрос мы слышим от политиков и журналистов регулярно. И звучит он так: какую роль чеченская диаспора отыгрывает в борьбе за деоккупацию Чеченской Республики Ичкерия? Многих удивляет, как граждане, которые покинули территорию своей родины, собираются бороться за ее освобождение. Наши враги даже спекулируют на этой теме. Евроичкерийцы. Так глумливо нас назвал российская марионетка Халуй Путина, лежа на своем золотом диване. Я готов ответить на этот вопрос. Чеченская диаспора насчитывает порядка 350 тысяч человек. Для страны с населением 1,5 миллиона человек это огромная цифра. В ходе 2 российско-чеченских войн и на протяжении последних лет страну покинули и продолжают покидать те, чьей жизни больше всего угрожает российский режим, то есть активисты, правозащитники, общественные деятели, ветераны 2 войн, которые остались верны присяге. Фактически чеченская диаспора – это актив республики, который вынужденно находится за рубежом.
Тем не менее, наша диаспора, наш актив не полностью осознает свои политические возможности. Мы сила, способная на многое. Но для того, чтобы совершить изменения, мы должны стать едиными. Чтобы наши голоса не были разрозненными и не превращались в шум для наших потенциальных европейских партнеров и для мирового сообщества. Мы должны выступить единым фронтом, чтобы нас начали воспринимать как субъекта, который выражает единое мнение диаспоры. Для этого мы вместе должны определить наши ценности, поставить себе цели, а потом, в том числе и долгосрочные, определить ответственные за их достижение и двигать их к реализации. Диаспора может и должна стать новой силой против оккупации Чеченской Республики Ичкерия. У нас забрали наш дом, нашу родину, но настанет день, и мы вернемся домой на родную землю для ее освобождения. Что я предлагаю? Поставить точку, чтобы больше никто и никогда не посмел с нами заигрывать. Вот что ждет от нас наш народ. Только вместе мы сможем достичь наших целей, которые поставили перед нами наши предки. Теперь хочется обратиться к тем, кто сомневается или боится становиться частью освободительного движения. Публично поддерживать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Выступать против российского режима. Я уверен, многие, кто присутствует сегодня в этом зале, меня поймут. Но дело в том, что страх на этом этапе уже не забитный, а преступный. Для тех, кто боится ухудшения ситуации в оккупированной Ичкерии, для тех, кто сомневается, будьте уверены, ситуация будет ухудшаться с каждым днем. Вчера были просто пытки. Сегодня молодых чеченских парней везут на убой в Украину, а завтра они вернутся в целлофановых пакетах грузом 200. Система, установленная сейчас в оккупированной Ичкерии, доберется до всех людей, которых мы знаем и любим. Мы должны защитить их. Чтобы хотелось сказать молодежи, которая не помнит войны, которая вынуждена была расти вне дома, то есть в эмиграции. Вы наше будущее и наша надежда. Вы часть нации, у которой забрали страну. И чтобы состояться как нация, нам нужно вернуть ее назад, нашу родную землю. Чтобы в любой точке мира, где бы вы ни были, вы могли с гордостью сказать: «Я чеченец». А ваш собеседник проникался бы, спрашивал, что такое Чечня. Или представлял чеченцев террористами, кадыровцами. Посмотрите, как в мире встречают украинцев. Так может быть и с нами. Мы и наши отцы вели свою борьбу в нечеловеческих условиях, воюя оружием, которое отбирали в боях. Мы должны им соответствовать. Сегодня именно то время, когда каждый чеченец должен спросить себя, что я сделал и что я могу сделать для независимости Чеченской Республики Ичкерия. Мы не россияне, мы не маленькие люди, мы великий народ, и нам это под силу. За что действительно стоит бороться, стоит жить и умирать? За нашу веру, свободу, честь и достоинство. Мы не должны давать кому-либо такого права посягать на все это. По мере приближения позорного завершения своих усилий по порабощению чеченского народа, вражеские силы усиливают попытки провокации среди сторонников независимости. Мы должны это знать и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения прежних ошибок, которых нам не простят наши потомки. Сегодня мы приблизились к осуществлению великой цели по построению независимого чеченского государства в соответствии с канонами ислама и на основе традиций наших предков. Особенно сейчас, в период решающих испытаний, мы должны отделить от себя провокаторов, проявить единство, при котором неизбежно и вскоре наступит час нашей национальной победы. Allah etto bolvoje, niš humantjaha, Allah reza, vršun, inšallah, šadek digdanistu, doho humantja dohša, dohuntja bol bješ buvaj, kablirk što dina, puslo jambulat šado, program wa'iller, indera asizvica riac, Allah reza, vršun, moslana. La guerre en Ukraine, elle nous a offert cette possibilité
de rendre l'indépendance à la République tchétchène d'Ichkérie. Nous sommes obligés donc de saisir cette chance maintenant et pas après. Nous devons nous unir en laissant toutes les discordes de côté pour le bien de notre pays. On est souvent moqué, surtout par le dictateur Kadyrov, en disant quel est le rôle de la diaspora tchétchène dans cette lutte, donc dans la lutte pour l'indépendance. Il faut savoir que nous sommes un très grand nombre à l'étranger. Cependant, il y en a beaucoup qui restent inconscients de leurs possibilités politiques. Ils restent vraiment de côté. Il faut savoir que nous devons nous unir. Et aujourd'hui, ceux qui ont peur ou hésitent, il faut savoir que se mettre de côté dans cette situation est limite criminelle. Donc nous devons absolument nous unir. Nous devons tous agir ensemble. Nous devons définir nos objectifs pour que ce rêve que nous avons, donc l'indépendance de la République tchétchène d'Ichkérie, puisse se réaliser. Surtout la jeunesse, vous êtes l'avenir du peuple. Surtout pour que le monde en fait ne se pose plus cette question, c'est quoi la Tchétchénie, c'est où la Tchétchénie. Il faut savoir que nous ne sommes pas des Russes, nous ne sommes pas des Kadyrov, mais un grand peuple. Сейчас должен быть прямой эфир. Да, должен быть прямой эфир, мы просто ждем. Я приношу извинения, у нас сейчас должен был связаться с нами Егор Чернев, это наш товарищ, который нам очень помог при внесении предложения о признании Чечни как оккупированной страны и признании геноцида. Он сейчас в дороге и скоро он свяжется. А воспользуясь этим моментом, мы сейчас приглашаем выступить также нашего гостя Мирзоева Джабраила и представишь его. Мирзоев Джабраил, наш уважаемый гость из Украины, приехал, глава Дагестанского национального центра. Пожалуйста, Джабраил. Салам алейкум. Благодарю за приглашение и приветствую вас от имени Дагестанского национального центра, также Украинской политической партии «Братство». Неудачи России на Украинском фронте открывают перспективу для освобождения Кавказа. Такой возможности у нас не было со времен распада Советского Союза. Победить мы можем общими усилиями, общим фронтом чеченцев, дагестанцев, всех народов Кавказа и Украины. Мы надеемся, что к нам присоединятся все народы оккупированной России. Усилия по объединению чеченской диаспоры, которые вы начали, имеют очень большое значение. Мир должен знать и видеть единый чеченский политический центр. Единый центр, с кем можно советоваться, с кем можно объединяться. Единым центром можно взаимодействовать, им можно прислушаться. Ранняя борьба чеченцев и дагестанского сопротивления не имела партнеров в мире. Сейчас, надеюсь, эта ситуация изменится. Нас уже Украина поддерживает понемногу. Сейчас это может глобально измениться, и нам это на руку. Мы надеемся на расширение политической поддержки со стороны Польши, Франции, стран Балтии, Британии и США. Можем утверждать, что активизация сопротивления Кавказа уже началась. Задача диаспоры – оказать максимальную
политическую и финансовую поддержку. Очень важный вопрос. Противодействие, влияние российских спецслужб на диаспоры Кавказа в разных странах мира. Надеюсь, конференция, съезды, подобные сегодняшние, будут способствовать этому. Близок день, когда мы все вернемся на свою родину и организуем там свободную новую жизнь. Но следует помнить, что даже после этого Кремль остается угрозой. Он будет угрожать нам, пока существует. Поэтому истинная свобода Кавказа и Украины и всех угнетенных Россией народов может быть провозглашена только на руинах Кремля. Пусть нам поможет в этом Всевышний. Все, благодарю. Donc là, celui qui a pris la parole, c'est Mirzoev Djabrail. Il vient du Centre national du Daghestan. Alors, je vais vous résumer ce qu'il a dit très rapidement. Il dit que tous les peuples du Caucase doivent s'unir contre leur ennemi commun, donc la Russie, mais pas que les peuples du Caucase, notamment l'Ukraine. L'Ukraine nous soutient déjà beaucoup, mais nous espérons aussi le soutien de d'autres pays comme les Pays-Bas, la Pologne, même la France, les États-Unis, donc le monde entier, contre cet ennemi qui est la Russie. Nous espérons retourner dans nos pays et y créer une vie libre. Cependant, il faut savoir que la Russie risque d'être toujours une menace. Donc nous devons faire face à cet ennemi commun. У нас сегодня несколько гостей, депутаты Верховной Рады, но мы знаем, что в Украине идет война, что часто выключает свет, в связи с этим бывает плохой интернет и несколько задерживается следующий наш спикер. Поэтому сейчас мы предоставляем слово, немножко изменим нашу программу, Сайхану Лузаеву с докладом «Экономическая составляющая будущей Чеченской Республики Ичкерия» и кадровый вопрос. Ассаламу алейкум, Мухаммад Махквай. Я приветствую всех наших делегатов и участников. Так как у нас сразу стоит вопрос, как мы это будем делать. И для людей, которые разбираются, мы как бы приготовили экономическую составляющую нашего съезда и да поможет нам Всевышний. В советские годы на территории Чеченской Республики функционировал мощный многоотраслевой производственный комплекс, основу которого составляли в частности нефтедобыча и нефтепереработка. Работали научно-исследовательские проектные учреждения, которые готовили кадры для нефтехимического комплекса как для республики, так и для всего Союза, в отдельных случаях, как и для других стран мира. Республика являлась одним из ведущих центров Северо-Кавказского региона и также в Советском Союзе. Была создана сильная нефтеперерабатывающая отрасль, которая превосходила объемом местной добычи нефти. Ведущую роль в этом играла нефтехимическая промышленность и добыча газа. На высоком уровне были развиты сельское хозяйство, обслуживание его отрасли. Прежде всего, это пищевая промышленность. Колониальная финансово-экономическая политика Советского Союза, так и нынешняя Россия, которая прямо препятствует экономическому развитию всех регионов без исключения, привела к тому, что республика оказалась аутсайдером, несмотря на социально-экономический потенциал в свое время. К счастью, сегодня мы это можем изменить, это в наших руках. Для развития будущей чеченской экономики от нас требуется правильный подбор кадров, в первую очередь, и привлечение специалистов. Управление кадрами занимает центральное место в госсистеме. Каждый человек, простыми словами говоря, каждый человек должен находиться на своем месте, в соответствии с его профессиональными навыками. В первую очередь мы будем опираться на граждан Чеченской Республики Ичкерия. По необходимости мы планируем также привлечение иностранных специалистов. Борьба с непотизмом, так называемым кумовством, обеспечение беспристрастным процедурным набора кадров усилит доверие к государственной системе. Проще говоря, это тот человек, который учится в свое время как в школе, после этого в ВУЗе, он уже заведомо знает с позволения Всевышнего, что, будучи специалистом, он будет уже гарантированно на том месте, на котором претендует. И мы исключаем всякого рода кумовство, когда переходит рабочее место из рук в руки, или будь то самым последним студентом, или же учащимся какого-либо вуза, он заранее знает, что он по-любому будет работать. Мы это будем искоренять, так как это
соответствует нашей религии, нашему духу. И борьба с непотизмом и обеспечение беспристрастных процедур будет иметь первое место в нашей самом начинании. Развитие общественной этики на местном региональном уровне станет одной из важнейших целей политики на местах. Уровень доверия общественности к государственным учреждениям часто зависит от качества и эффективности работы кадров. И это диктует необходимость внедрения разумной практики управления этими человеческими ресурсами. В связи с этим мы предлагаем установить четкие процедуры, которые гарантируют справедливость. Особенно эффективно может казаться создание канала получения информации для выявления потенциальных случаев фаворитизма и конфликта интересов. И мы будем начинать с самого начала, это вот с привлечения инвестиций. Если мы хотим, или любой другой человек, который пытается привлечь инвестиции в деле строительства нашего независимого государства, мы должны предоставить гарантии безопасности этим самым инвесторам. Это должно быть, как прописано в законе, заведомо. В реализации комплексной программы стимулирования иностранных инвестиций важное место занимает создание и усовершенствование законодательной базы. Первоочередным является проведение необходимых организационных мероприятий. Проще говоря, мы, если просим кого-то вложить деньги в нашу республику, в будущее нашей республики, мы должны дать гарантии на государственном уровне. Иностранный капитал может привести в нашу республику к достижению научно-технического прогресса, передовой управленческий опыт. Поэтому включение республики Ичкерия в мировую экономику и привлечение иностранных инвестиций – это необходимое условие послевоенного построения в стране современного гражданского общества. Мы рассчитываем на развитие взаимодействия с иностранными инвесторами нашей республики по следующим направлениям. Это совместная деятельность в области производства, финансов, экономических услуг, внешней и внутренней торговли. Привлечение иностранных инвестиций на базе концессий либо соглашения на взаимовыгодных условиях. Создание свободных экономических зон для активного привлечения иностранных инвестиций. Перед нами стоит, конечно, достаточно сложная задача, при достижении которой мы можем рассчитывать на экономическую стабильность и поддержку международного бизнеса. Вариант первый у нас, наши слабые места, слабые стороны. Это отсутствие современных технологий в республике и технологий переработки, техники оборотных средств и рынков сбыта. Наша сильная сторона – это ресурс сельскохозяйственной земли в разных природных зонах, население с большим опытом животноводства, растениеводства, возможность формирования устойчивого института собственности. Так как мы знаем, после высылки мы утратили возможность развиваться в наших горных районах, горных селах, так как целые селения, целые районы были вынуждены перенесены на равнины, и больше после того, как мы вернулись с депортации, нам уже было полностью запрещено туда возвращаться и устанавливать наше сельское хозяйство. В общем, нас лишили и пытаются до сих пор лишить наших корней. Наша идея создать для экономики Чеченской Республики Ичкерия стимулирующие рамки развития. Для этого нам нужен выход на мировой рынок для реализации нашего продукта. Также нам нужен глобальный партнер, который обеспечит устойчивый постоянный спрос на продукцию и ведет высокие технологические стандарты. Сегодня мы можем говорить о разного рода вариантах, но если у нас будет собственный партнер, который уже на рынке сбыта, мы можем полноценно уже работать в той отрасли наших, которые мы свыше были перечислены. Чтобы наше сельское хозяйство заняло свое место на глобальном рынке, нужно создать эти условия. Выход на рынок возможен благодаря партнерству с сильными участниками. Это такие участники мы можем привлечь новозеландского, американского, европейского партнера, который создаст ему условия для инвестиций, позволит внедрить современные технологии, продавать продукцию наших фермерских хозяйств, создавая все новые и новые рабочие места. Короче говоря, мы хотим, чтобы каждая чеченская семья была обеспечена, имела свой доход, имела постоянное место работы, постоянный свой клочок земли и с правом выхода на мировой рынок. А когда это будет сделано, как быстро мы это сможем сделать, как быстро мы станем частью современной постиндустриальной экономики, это зависит от нашего политического руководства. Огромное спасибо. Саламу алейкум. Donc je vais vous traduire rapidement la prise de parole de Seyhan Mouzaïr. Donc ce qu'il dit, c'est que la République jouait un grand rôle. Alors attendez.
2 petites secondes. Donc, à l'époque soviétique, un puissant complexe industriel diversifié fonctionnait sur le territoire de la République tchétchène, dont la base était notamment la production et le raffinage du pétrole et la pétrochimie. En fait, la République y jouait un grand rôle. Donc là, pour le futur développement économique de notre pays, il est très important de choisir et de former des personnels, donc qu'ils soient tchétchènes ou étrangers. Il est surtout hors de question de népotisme, donc que personne ne compte sur du favoritisme. Chacun aura ce qu'il mérite. Alors pour les partenariats étrangers, nous devons leur accorder une garantie pour les investisseurs étrangers, pardon. Pour que tout cela soit possible, donc le développement économique, nous devons entrer sur la scène internationale dans le domaine de l'économie après la libération de la Tchétchénie de l'occupation de la Russie. Le problème est qu'il y a une absence de nouvelles technologies, donc il faut savoir qu'après la déportation de 1944, quand le peuple tchétchène est revenu sur ses terres, il était privé de ses terres, l'agriculture n'était plus possible, donc il aura besoin de partenariats à l'étranger. On aura besoin de relations mutuelles afin que la Tchétchénie puisse regagner la scène internationale dans le domaine de l'économie. Et surtout, nous devons aussi veiller à ce que chaque famille puisse subvenir à ses besoins, que personne ne manque de rien, comme c'est le cas en ce moment en Tchétchénie occupée par la Russie. Слово предоставляется нашему дорогому Махмуду Бибалатову, представителю в теме представительный орган чеченской институции. Сейчас Чернев готов, вроде бы, набирайте. Да. Чернева набирайте. Извиняемся за накладку, мало. Да, в связи с тем, что вышел на связь наш гость Егор Владимир Чернев. Он является украинским политиком, народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, а также является заместителем главы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитника Украины. Пожалуйста, Егор, вам слово. Добрый день, меня слышно? Добрый день, Егор Владимирович. Мы вас представили, за вами слово. Можно убрать это? Егор, минутку мы сейчас наладим. Вы сегодня у нас первый выступающий онлайн. И вот сейчас вроде картинка пошла, видно, да. Слышно нас? Не слышно, по-моему. Егор, слышно нас? Сейчас, минуточку. Может, кто звук нужно вывести? А в чем проблема со звуком? Так, звук должен быть слышен, да? А он нас видит? Мы его слышим. Да. Это слышим, мы слышим. А видите, он не видит нас, да? Нет. Нет, да. И слышно его сейчас? Так, Егор, вы можете говорить. Спокойно, спокойно, ничего страшного. Что написать, можете Да, можете говорить.
Егор, вы можете говорить, мы вас слушаем. Меня слышно? Я, к сожалению, не слышу вас, но я надеюсь, что слышно меня. Для меня это честь быть приглашенным на данный форум. И уверен, что с многими из вас уже до этого виделись, в Украине виделись. Для нас очень важно иметь партнеров в вашем лице, потому что объединенных партнеров, прежде всего. Мы виделись с разными представителями чеченского народа, и, наверное, стоит начать все-таки с истории. Вы первыми показали, в новейшей истории, вы первыми показали, что с Россией можно противостоять и противостоять успешно. Сейчас это делаем мы, опять-таки, не без вашей помощи, потому что с 2014 года на стороне Украины воюет батальон шейха Мансура, за что им огромная благодарность, за что мы им признательны. И они продолжают воевать сейчас на южном направлении. И в Украине прекрасно понимают отличие чеченского народа от кадыровцев. Во-первых, мы очень уважаем, во-вторых, мы, конечно же, ненавидим. И вторые являются нашими врагами. И вот, опять-таки, ваш вклад в нашу общую победу, я уверен, что она будет, и она будет общей, вместе с вами, вместе с нашими западными партнерами, он неоценим. Мы, конечно же, поддерживаем ваше стремление к независимости Чечни. Мы делаем определенные шаги со стороны парламента для того, чтобы выказать вам поддержку, для того, чтобы дать вам основания, в том числе общаться или стимулировать, скажем так, другие страны, тоже признавать как минимум оккупированную территорию Чечни, геноцид чеченского народа. Мы понимаем, что вы боретесь за свою независимость, и абсолютно четко я верю в то, что должна быть Чеченская республика Ингушетия должна быть независимой. Вы должны наконец-то обрести свой дом. Ваша война длится уже очень долго, и я уверен, что, как говорил Джохар Дудаев, что Россия попадет, когда взойдет украинское солнце. Вот у нас есть сейчас все шансы для того, чтобы украинское солнце зашло вместе с чеченским солнцем. И когда Россия проиграет, я думаю, что появятся все шансы для того, чтобы Чеченская республика Ичкерия стала независимой, и там наконец-то началось строительство своего государства у чеченского народа. Нам очень важно иметь объединенную такую вот оппозицию Российской Федерации, потому что сейчас мы вот общаемся с разными представителями. Я думаю, что и не только нам, прежде всего, это вам важно, чтобы были нашим партнерам, нам, другим странам было понятно, что вот есть единая сила, которая борется с оккупантом, с Российской Федерацией. Именно поэтому я считаю, что очень важны вот такие инициативы по объединению, для того, чтобы у вас был сформирован, наверное, это уже как вам решать, может быть, какой-то коллегиальный орган, который будет представлять весь чеченский народ. И мы готовы, я же говорю, как я уже сказал, мы готовы по линии парламента помогать вам. И мы уже сделали первые шаги. Вот
который голосовал за то постановление, которое я уже говорил, о оккупации и геноциде чеченского народа. Мы готовы продолжать вам помогать и на международном уровне. Но здесь очень важно, я же говорю, чтобы была единая позиция, единая оппозиция среди чеченских, представителей чеченского народа. Поэтому я желаю нам всем победы, и вы всегда можете rasschittavать на нас. Спасибо. Donc là, celui qui a pris la parole, c'était Yegor Chilnyov, un député ukrainien. Il représente l'Ukraine à l'OTAN. Il dit qu'il est très important pour eux d'avoir la Tchétchénie comme partenaire, car la Tchétchénie était la première à avoir montré l'exemple en combattant la Russie. Il remercie notamment les différents bataillons tchétchènes présents en Ukraine depuis 2014, comme par exemple le bataillon Chef Mansour. Il dit qu'ils font parfaitement, donc les Ukrainiens font parfaitement la différence entre les Tchétchènes et les Kadyrov. Donc ils respectent les Tchétchènes et détestent les Kadyrov. Ensuite, il a dit qu'ils soutiennent entièrement l'indépendance de la République tchétchène d'Ichkérie. Il croit très sincèrement en fait que la République tchétchène d'Ichkérie devrait exister. J'arrive pas à me relire, hein, je suis désolée. Ah oui, il a cité une citation du premier président de la République tchétchène d'Ichkérie, donc Jawhar Dadaïev, qui avait dit que la Russie tombera lorsque le soleil de l'Ukraine se couchera. Il dit qu'il est important pour eux, mais aussi surtout pour nous, qu'il y ait une seule force unie qui représente la diaspora tchétchène. Et donc, il soutient entièrement ce genre d'initiative, de mettre en place ce genre de congrès afin que la diaspora tchétchène soit unie et qu'elle aille vers le même objectif. Il dit qu'ils sont prêts à continuer à nous aider et ils nous souhaitent, à nous ainsi qu'à eux, donc à nous tous, à l'Ukraine, aux Tchétchènes, une victoire. К сожалению, у нас первый выход в эфир не было обратного звука. Ну, сейчас у нас операторы наладят, приносят извинения за причиненное неудобство. И выражаем огромную благодарность Егору Черневу. Он нам помог и в Украине. Сегодня он помогает тем, что выразил готовность, выразил солидарность с чеченским народом и выразил готовность дальше способствовать усилению нашего сотрудничества. Спасибо, Егор. Мы, конечно, с вами еще раз свяжемся, и вы, наверное, нас увидите в прямом эфире. Мы вам благодарны. И сейчас я передаю микрофон нашему ведущему. У нас будет также очень значимый человек с Украины, политик. Серхан представит. Добрый день. Мы представляем следующего нашего гостя. Это народный депутат Украинской Рады Дмитрий Андреевич Наталух. Является украинским правозащитником, юристом, международником, а также является переводчиком и специалистом по стратегическим и кризисным коммуникациям. Добрый день, Дмитрий, мы вас слушаем. Пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Я вас представил, мы вас слушаем. Добрый день, вы меня слышите? Напиши, что мы слышали. Напишите, чтобы он слышал. Добрый день, вы меня слышите?
Феликс, меня слышно? Я могу говорить, правильно? Я сейчас пишу, да, сейчас. Да, мы вас слушаем. Коллеги, я всех приветствую. Я хочу начать выступление со слов поддержки чеченского народа. Мы, украинцы, поверьте, как никто другой, разделяем всю ту боль и ужас, который причинила вам Россия. И что такое война с государством, которое не уважает международное право, не соблюдает конвенции, не следует даже просто обычаям ведения войны, хорошо знают как чеченцы, так и теперь украинцы и, наверное, уже весь мир. Россия ежедневно совершает на территории Украины военные преступления, депортации, пытки, применение запрещенного оружия, убийства гражданских, убийства детей, изнасилования. И это все лицо России. В ходе 2 русско-чеченских войн России было совершено ряд военных преступлений, преступлений против человечности, которые не уступают ни в чем всему тому ужасу, которое Россия сегодня совершает на территории Украины. Я говорю о резне в селе Самашки, которую российская армия назвала зачисткой. Да, зачисткой от мирных жителей. Массовые убийства в Новых Алдах, которые, я напомню, Европейский суд по правам человека признал виновными российский ОМОН, а российская сторона тогда назвала это специальной операцией снова же. И при этом заявила, что участие военнослужащих Российской Федерации в ней не доказано. И пока такие вещи происходят безнаказанно, пока мы не учимся на ошибках, которые нам преподносит история, то эта безнаказанность будет повторяться. И та Россия, которую мы видим сегодня, та Россия, которая сегодня показала свое лицо, это как раз результат безнаказанности. Безнаказанности, десятилетий и молчаливого согласия тех, кто предпочитает просто закрыть на это глаза. И посмотрите там на Бучу, на Изюм, на Мариуполь. Потом мы слышим рассказы от немцев, которые говорят, что когда Россия в 1944-м уже была на территории Германии и шла в сторону Берлина и осуществляла зверство, так же точно с мирным населением. Немцы говорят, что мы думали, что она нам мстит за то, что мы там в 1939-м начали году и потом начали войну и потом вторглись на территорию тогдашнего Советского Союза. И вот нам они таким образом, такой жестокостью, такими зверствами мстят. А сейчас мы понимаем, что они не мстят, что они просто так воюют всегда. Что они всегда так воевали, и у них никогда не было никаких ограничений моральных, этических норм. Да? То есть для них вот такие зверства всегда было абсолютной нормой ведения войны. И поэтому для того, чтобы это не повторилось впредь, то преступления России против чеченского народа должны быть наказаны. И всегда оно не срока давности, а одно из самых тяжких международных преступлений. И я знаю, что съезда Схадов и Джамбулат Сулейманов, они ведут серьезную работу на международном уровне для привлечения России к ответственности именно за преступления против чеченского народа. И на сегодняшний день было собрано впечатляющее количество фото, видеоматериалов, которые, я искренне надеюсь, доказательной базой потом приведут к справедливому наказанию тех причастных. И в этом контексте справедливость для чеченского народа — это как раз необходимый этап для его дальнейшего развития без России, с моей точки зрения. Россия — это временное явление для Чечни, точно так же, как оно было временным явлением для Херсона, как вы могли в этом убедиться, как оно временным явлением для Крыма, для Донбасса, точно так же для всего Кавказа, который был завоеван еще Российской империей. Я уверен, что война, развязанная Россией против Украины, даст шанс для народов Кавказа на начало своей национально-освободительной. И она обязательно будет успешной. Сегодня съезд, на котором вы собрались, и где я имею честь выступать, за что благодарен,
организаторов, да, он показывает решимость и готовность чеченского народа к коллегиальному обсуждению будущей Чеченской Республики Ичкерия. Мы, как Украина, всем сердцем поддерживаем инициативу чеченской диаспоры по объединению и понимаем, вы определенно сильнее. И сейчас, как никогда, очень сильно. Я хочу, чтобы вы знали, что в этой борьбе вы не одни, мы с вами и мы за вас. Было критически понимать в этой борьбе, что мы не одни, что нас никто не бросил, и вы тоже знали, что вы не одни и вас никто не бросил. Мы, как представители Украины, выступаем за независимость Ичкерии с уважением к стремлению чеченцев. И чеченские батальоны, я уверен, вы все об этом знаете, принимают непосредственное участие в борьбе с российскими оккупантами. Мы безгранично и навсегда благодарны им за это. И хотя бы это весомым основанием для построения на долгосрочной, потому что ту кровь, которую они проливают в нашей земле, для нас не может быть, наверное, ничего ценнее. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня во Франции мы все видим новых лидеров чеченского народа. Анзор Масхадов, достойный истинный чеченец, готовый стоять за свой народ до конца. И инициатива провести съезд, поднять те вопросы, которые требуют поиска совместного решения, народного обсуждения. Ну, конечно, в наших глазах коллективно характеризует его как человека, который не понаслышке знает, что такое демократия, в отличие от современных лидеров Российской Федерации. И Джамбулат Сулейманов, человек интеллекта, настоящий боец, тоже не боится называть зло злом, преступников преступниками и говорить на черное черное. В нынешних условиях это тоже критически важно. Я уверен, что совместные усилия и Джамбулата, и Анзора, к которым обязательно примкнут все сторонники независимой Чеченской Республики Ичкерия, они дадут свои плоды и очень скоро. Я еще раз благодарю за эту возможность выступить. Я очень это ценю. Для меня это большая честь. И я желаю чеченскому народу силы и выдержки, а чеченской диаспоре скорейшего возвращения в новую независимую демократическую Ичкерию. Спасибо огромное еще раз. Дмитрий, благодарю вас за оказанную поддержку. У нас сегодня, к сожалению, именно с обратным звуком накладки, но я надеюсь, что вы нас еще увидите, тогда будут вложены видеоматериалы. Мы очень ценим вашу поддержку, и мы желаем Украине скорейшей победы над нашим общим врагом и нашего совместного мирного труда. Спасибо вам. Donc là, il s'agissait de Dmitry Natalour, un député ukrainien. Ce qu'il dit, c'est qu'il soutient et ils soutiennent et ils comprennent comme personne ce qu'ont vécu les Tchétchènes depuis la guerre en Ukraine. Il dit que la Russie ne respecte pas le droit international. Il commet des crimes de guerre, que ce soit durant les guerres tchétchènes, la guerre en Ukraine, mais même notamment durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne, qui était très étonnée, choquée de ce que commettaient les Russes durant la guerre, ils pensaient que les Russes se vengeaient, mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est juste leur manière à eux de mener la guerre. Par exemple, pour Samash, qui est la Russie, ce qu'elle disait, c'est qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique. Tant que personne ne punit ce qui s'est passé, cela va se répéter sans cesse. Justement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et ce que le monde entier voit, c'est tout simplement une Russie qui n'a pas été punie suite à ce qu'elle avait commis en Tchétchénie. Tout était resté sous silence. Et donc, c'est son impunité qui ressort aujourd'hui en Ukraine. Il dit que Souleimanov et Maskhadov mènent un grand travail pour le bien de leur peuple. Alors, il dit que ce sont de nouveaux leaders dignes
et qu'ils montreront encore ce de quoi ils sont capables. Il dit que la justice doit absolument régner pour le peuple tchétchène. Cela est indispensable. Il nous dit que nous ne sommes pas seuls, qu'ils ne nous laisseront pas, qu'ils ne nous abandonneront pas, qu'ils nous soutiennent. Ah oui, et surtout, il a remercié les organisateurs de ce congrès. Il a dit que les organisateurs de ce congrès montrent qu'ils sont prêts à s'unir et à se battre pour leur indépendance, et donc il les soutient entièrement. Il a notamment remercié, comme l'ont fait les autres, les bataillons tchétchènes en Ukraine. Donc il soutient l'idée de l'indépendance de l'Itchérie, de la République tchétchène d'Itchérie, pardon. Et c'est tout. Сейчас мы завершили, с некоторым запозданием, правда, но завершили первую часть нашего съезда выступающих. Сегодня у нас первый день, завтра у нас будет второй день съезда, и мы скоро перейдем на перерыв, чтобы вы смогли немножко отдохнуть, перекусить, помолиться. Я хочу выразить, что вот первая часть нашего съезда у нас выступили. К сожалению, мы не успели по времени, потому что надо чуть позже, чтобы выступил у нас Махмуд Бибулатов, депутат первого созыва парламента Чеченской Республики Ичкерия. Он стоял у истоков чеченской революции, человек, который лично был знаком с нашими президентами. Он, иншаллах, выступит во второй части после перерыва. А сейчас мне просто хотелось бы поблагодарить наших украинских друзей. Мы видим, что Украина сегодня делает все, чтобы чеченцы получили свою независимость, стали независимой страной. И мы сегодня просто не знаем, каким образом можно было бы отблагодарить наших украинских друзей с той огромной поддержкой, которая нам сегодня оказывается с их стороны. Мы долгие годы ждали подобных партнеров на международном уровне, но их не было. Сегодня украинцам стало очевидно, что наши судьбы, они едины, они похожи. Украинский народ, так же как и чеченцы, на протяжении последних нескольких веков претерпевали геноцид от российского государства. И мы сегодня как будто нашли друг друга родственников, увидели, что да, мы были как бы разделены, и сегодня, столкнувшись с той агрессией, которую чеченцы претерпели 20 лет назад, украинцы поняли, что мы друг в друге видим родственные души. Эта поддержка, она очень значима для нас. Сегодня появилась надежда не только у чеченского народа, но и всех порабощенных народов Российской Федерации. И как сегодня выступал Джабраил Мирзоев, который представлял Кавказский союз, мы все были свидетелями, как недавно состоялась презентация нашего Кавказского союза. Это было 29 ноября в городе Киев, что тоже само по себе знаменательно, что подобный союз состоялся именно в столице страны, которая отстаивает позиции всей мировой цивилизации против варварства российского государства, ее варварской политики агрессивной. И мы надеемся, что подобные конференции и подобное взаимодействие поможет нам окончательно победить то зло, с которым мы живем уже несколько веков. Спасибо на этом. И сейчас у нас будет перерыв час с 15 до 16 часов. Ждем вас в этом зале ровно 16:00. Спасибо. Можешь здесь тоже сидеть? Хотя прекрасно. Съела.
Я думаю, что наоборот. Уважаемые гости, у нас перерыв ровно 1 час, 16:00 мы начинаем вторую часть. Левый, дальше, войдите, я жду, ну что, концерт, шоу, чапляхча. Французский журналист. Спасибо, дякую. Так, прошу внимания. Нету звука, да? Прошу внимания наших гостей. Не расходитесь, у нас сейчас наши сестры приготовили нам угощение, обед. У нас здесь недалеко кухня, сейчас мы спросим, они готовы, нет, и будет угощение, так что не расходитесь. Ждем вас. Подождите минутку, и мы вам объявим, когда будет готово. Сейчас я попробую решить вопрос. Вопрос, да. В принципе, у нас есть еще один, который будет, да, хотя бы... И еще WhatsApp. Еще по WhatsApp. По WhatsApp у нас должен был быть. Да, двое еще будет выступать. Настя, я уже отправился за блюрить лифт на занимание. Я позвонил, не Чикова, так что я думаю, все нормально будет. И я старался узнать сейчас. Короче, вот где-то. Вот бегался Бог за паспорт. Коровы, согласен. Корова, давай. Корова, согласен. Быстро был. Сагуни. Очень похож с другой поставлю. У вас будет вопрос, вопросы. Хасан, муж я хажал из прямой эфир. Работает только от ноутбука, но вот он занят. Вот здесь. Стоп, это к чему еще? Может, этот микрофон включить? Микрофон Микрофон? Не-не-не, сам. Слышал? Да, Сам? Нет, Саша сам. Да, я. Там еще понятно.
Мы решили объединить чеченскую диаспору, так как она является очень значимой силой. Это является на самом деле актив чеченского народа. 500 тысяч чеченцев за рубежом – это 1/4 всего чеченского народа. И здесь вынужденная миграция находятся люди очень активные, люди, участники борьбы за независимость, ветераны чеченской революции. И если объединить эти силы, то это является очень значимой силой для деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. В этом заключается наша главная цель. Феликс, микрофон этот? Да, сегодня, в принципе, здесь представлены все европейские диаспоры, есть делегаты. Это не просто они приехали люди, участники, они делегированы теми, кто живет в разных местных странах. Есть представители с турецкой страны, есть чеченцы, представители с Украины и из других стран. И у нас будет завтра принимать участие представитель чеченцев с Канады. И со Штатов тоже обещали приехать, но у нас в первый день не получилось. Так что, как и было заявлено, данный съезд является съездом объединенной международной чеченской диаспоры. Вы затрагивали наших выступлений, почему нет, например, таких известных фигур, как такая представитель чеченского правительства? Я сегодня выступая отметил, что у нас есть, не сказал бы, внутренние противоречия, но есть желание представители, так скажем, правительств изгнания, они видят несколько по-иному. То есть я как докладывал, что мы не можем озираться на прошлое. Она очень яркая, феноменальная история Чеченской Республики Ичкерия, но мы не можем зацикливаться на минувшем, нам нужно идти вперед. И сегодня, к сожалению, политики той генерации, они не оказались способны преодолеть вот эти моменты, что сегодня нам нужно ориентироваться на существующую реальность, на существующие реалии вокруг нас и идти дальше, отталкиваясь от того, что они нацелены на то, чтобы они стали представителями именно преемниками Чеченской Республики Ичкерия. Это не дает нам возможности сконсолидировать весь чеченский народ. То есть мы видим, что у нас есть 3 правительства, и ни одно из этих правительств условно не оказалось неспособным уступить друг другу, чтобы мы могли создать консолидированную политическую силу. И вслед за собой они тянут тех, кто поддерживает этих людей, этих политиков. Так что преемственная власть Чеченской Республики Ичкерия стала яблоком раздора. И мы понимаем, что не преодолев этот момент, мы не сможем объединить те позитивные силы, которые сегодня есть здесь чеченская диаспора мира. Вы собираетесь преодолеть раскол международным представительством. Есть ли уже готовность со стороны государств, европейских государств, контактировать, встречаться с делегатами, которые будут выбраны здесь? Да, мы же знаем, что важно, кто стоит за тем или иным собранием, будь это какая-то формальность государственного органа, или же это будет какая-то общественная сила, но сила, представленная представительством всего народа. Конечно, я вижу обратную реакцию наших европейских партнеров, и в частности мы сегодня наблюдали выступления наших украинских друзей. Это очень высокопоставленные депутаты Верховной Рады, которые занимаются, Александр Мирешко занимается внешней политикой Украины, возглавляет комитет по внешней политике, и Дмитрий Наталух возглавляет комитет по экономической политике. Будут еще другие выступающие сегодня. И мы видим, что уже сегодня есть даже на первом этапе формирования нашего союза диаспор, мы видим, что есть вот такое взаимодействие. Конечно же, правительство мира заинтересовано иметь контакт с реальной силой, которая отображает волю народа, а не с теми, кто хочет себя позиционировать просто преемниками великой ичкерийской истории, за которыми осталась, конечно, большая слава, но сегодня эти люди ушли в иной мир, оставив нам доброе наследие, и спекулировать этим не означает, что мы готовы двигаться вперед. Нам нужно смотреть вперед, искать те тенденции развития мировой политики, смотреть, как моментально сегодня прямо на глазах меняется вся мировая политическая архитектура, как меняется отношение к Российской Федерации, которая очень долго, десятилетия задавала тон европейской политики. Украина сегодня стала
тем индикатором, который изменило все отношение. Весь калейдоскоп развития политических событий меняется. И, конечно, сегодня хотят видеть со стороны чеченцев силу, которая способна иметь обратную связь с народом. Вы также можете полшага сделать назад. Не, вы на месте. Вы также сказали о том, что чеченский народ должен стать неотъемлемой частью международного мирового сообщества. До этого представлялась чеченская диаспора как ультраконсервативная, довольно проблемная для чеченцев. Что могли бы вы расшифровать ваши впечатления, как вы видите будущий чеченский народ, чеченскую диаспору в Европе? Я могу дать несколько развернутый ответ на этот вопрос, потому что он меня самого сильно интересует, и я хотел бы воспользоваться возможностью через ваш телеканал. Очень важно сегодня понять, чего хотят чеченцы, каким они видят себя в будущем. И вы правильно говорите, мы, чеченцы, являемся именно традиционным народом. Наша традиционность – это не закостенелость мышления, это не закрытость от внешнего мира. Чеченцы на самом деле очень открытый народ. Именно клише российских пропагандистских СМИ выставил чеченцев в том негативном свете, и одна из целей вот этого съезда является именно улучшение нашего имиджа, который был использован российскими СМИ. А чеченцы, по сути своей, они являются, можно сказать, первыми демократами Восточной Европы. Чеченское общество было представлено именно демократическими институтами, которые делегировали своих лучших людей через выборную систему, через представление лучших людей с мест. И они все стекались в так называемый Меркель, это как Верховная Рада в Украине, это как другие как народные собрания. Вот они собирались и представляли народ на общем собрании страны. Эти те демократические институты, на которые сегодня мы хотим опираться, выстраивая уже новые современные институты власти, и мне это видится именно как меритократия, то есть это власть достойных, это люди, которые уважаемы в народе, это люди, которые способны представлять его. И именно наш сегодня съезд, он характеризуется тем, что здесь есть представленные люди, а не люди, которые заявили сами о себе, или которые хотят воспользоваться славной историей прошлого. Это люди, которым будет доверять народ. Именно меритократия как форма правления народа, как форма народовластия, форма, которая представляет лучших людей этого народа, нам именно такое видится политическая структура, политическая платформа нашего будущего государства. И, конечно же, мы открыты для всего мира. Мы готовы сотрудничать. И мир узнал бы чеченский народ, если бы не те две войны, которые позволили Российской Федерации выставить нас в негативном свете. У нас же уже до первой войны были налажены очень хорошие отношения торговые с европейскими странами, с Польшей и с азиатскими странами. Но война, она все перевернула. Мы надеемся, что сегодня уже с тем, что война в Украине изменила отношение России, значит, будет изменять отношение тем, кому негативно относилась сама Россия, что вот эта ситуация нам позволит показать наше истинное лицо, истинную чеченскую свободу, открытость принципам международного сотрудничества. И мы готовы и настроены на очень позитивную сотрудничество со странами мира. Я Сулейманов Джамбулат, руководитель Чеченского комитета по защите государственной основы ТОЛО, переводится на русский как «Победа». Также я уже многие годы являюсь руководителем общественно-политической организации «Порт-Маршал», что переводится как «Единство, свобода». На основе этой организации многие годы старались консолидировать чеченцев в Европе. И сегодня мы пришли к тому, что нам все-таки нужно собрать народный съезд и решить вопрос народного представительства в мировом сообществе. Я думаю, достаточно. Завтра мы будем по итогам. Я рад, حويست الولي هو حويست تجديد كم هذا وقام
Несколько вопросов. Хорошо, Махмуд. Махмуд. У нас люди боятся... Может просто послушать, но я не знаю, но я чуть устал. Но звук, даже если будет, он уже тишина, но даже если типа слушать, я не знаю почему, да. Ой, что так это еще с WhatsApp проверить. Сейчас еще буду смотреть, сейчас пока я посмотрю WhatsApp, что с ним. Нету? Раз. Алло. Сейчас, получается, есть? Где там? В WhatsApp. Сейчас. Ну ты слушай. Сейчас эту колонку выключу. Так, что? Ну вот сами можете послушать. Послушайте, вот я не знаю, новый микрофон. Ну, немножечко не что говорите, но он такой сильный. Это вы. Подключенный у меня класс. Если приходит, так зовут видео. Ого. Очень понятно. Короче,
Короче, есть еще один вариант. Ларила. Создать группу, чтобы, допустим, этого человека добавить, он с третьим заходит, то есть мы видим его, а они говорят, допустим, на его телефон, просто с телефона. Если микрофон включаете, мы сам на динамику своего телефона ставим, это просто крайний вариант. Если сейчас очень быстро, это оптимально. Сейчас прошу, ну, пойдет это или нет, но вариант просто. Sinon, si vous voulez, Je suis disponible tout de suite avec Azor, si vous voulez. on peut parler maintenant. Quand vous préférez, si vous voulez tout de suite, si vous voulez après. Je parle maintenant, c'est plus simple. Azor, очень интервью تستاهل. حوا كي تشوي كوزين. انت يعني سير ليش. Azor. Важно, c'est pas grave, j'ai fait 3 Hasan, alors, Слышно? У тебя никакого вопроса? Я пока не слышно. Сами делегации два украинца на онлайне с
яку допомогу, які ви хотіли бачити з'їзд, на ваш погляд? Так. Саме допомогу, на ваш погляд, Україні зможуть як ви ваш погляд, Ми співпрацюємо. Ми можемо говорити ось просто персональний ваш вибір, якого виніку ви хотіли отримати, як ви бачите, з'їзд, як ви його оцінюєте? А будемо говорити про співпрацю на життя? Чи за все не було, ми кажемо, не дуже міжнародної країни, але ваш український погляд на це ваш. Кто-то мы у конце представляемся. Нет, вы представитесь в конце, а мы сначала представим. Раз. Да. Пані, як ви оцінюєте цей з'їзд? Які ви як представниці українського народу хотіли б побачити після закінчення цього з'їзду? Делегаты ваші сподівання, як Україна, делегату, наприклад, ваші ожидання, як це повинні за делегатом справді? Пані Ліляна, є ще таке питання. А чому для України зараз важливо, ось Чечня так само боролася за свою свободу? Що це дасть у війні, яка зараз? чеченський народ вже прийшов. На нашій стороні нам дати свідоцтво боротьби і бачити, як це зробити. Нам треба долати цього сутності, як Росія. Дякую, що ви прийшли.
Це буде найкраще для цього. Постойте, нейтрально 10 секунд размовляйте, я передаю. Хотели сказать, что мы Можно на открытом я адресу я уже снял, да. Саш, микрофон снимай. Я снимал. Разом нас багато. А вони з нами, я вірю, А давай сейчас следующий. А скажите, это самое, Все, я шагал. Я вірю, я вірю в вашу, я вірю в вашу країну, А чуть-чуть что вы оставляете? Он заходил туда, Ему надо просто отдать какой-то микрофон. Ага. То есть это от пульта идет, да? Вот это да, да. Нет. Ну, что я звуком не особо работаю. Дякую вам. Все, я пошел снимать. Иса. Ива, что ли, моя? Я думаю. Так, я вас буду за вами. Да, вот вперед. Vamos?
Алло, это еще раз, знаешь? Смотрите, я прошу с вашего также, смотрите, просто сейчас если будет вся тишина, значит, на Украине. Как дела? А Зеля нет с собой? Да? Зеля, я не знаю.
Et comment ça, t'es mis d'accord? Ah, merde. Il est pas mal, monsieur. Дайте микрофон тоже. Сзади, который сидящий, не плохо слышит. Не хорошо слышно. Он вообще ездит географически, знаешь? А? ثانية حبيبي видео أول يحصل وقت شنو قلت أنا قلت صندوق وش تصحني ده تسحبه اشتغل هم بياخدوا ده لا يوجد دوغ يسمع ضعيف الجيش صراحة يعني الموضوع إذا سجن حق هذا كامل يوم أكثر كامل ايه واحد حاجة يا جماعة شو جالي حبيبتي شو شيء هاي الأصبع دي تيجي مش هاي الزوم بس كنت رسالة группу я зайти не Сразу что, аэрация?
But I said as others,
Табло, вернее, связи. Табло, видишь? Я здесь пока мясо, что видите? Я вот засудила, я вот сейчас пошел кричать. 만들어요. 노래 벌써 넣고요. 우리가 산디 어디가 신이야 어디가 이거는 막 진짜 되는 거 오거나 노래도 버려. Нет, 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 нет.
Yok, şu an ben
Так, у нас сейчас будет звук, да? Сейчас. Не знаю. Да. Я просто сам могу забыть. Да, да. C'est juste là. Ok. Vous pouvez rentrer, n'hésitez pas. Merci. Ah oui, bien sûr. Sympa. А, не, пускай.
То есть он Какой-то звук выйдет, чтобы если полная тишина, будет нормально. Моя маленькая вопрос, я просто добавил, если доллар, то выигрывает. Так, рассаживаемся, начинаем. Асан, начал. Феликс сейчас начинает. Спасибо. Если что-то надо будет, дальше. Так, есть. Асан Савелья будет? هتحط شغل زي يلا ويش عشان هي شيء بتاع تيجي مسؤولية من أصعب باش مليون عندنا عكسين حياة سيد سيبوا العديد الجماعة هذا это на честно выступил человек. Хорошо. Il faut se rassembler. Завершаем. عايدة شو عايدة تروح عشان خرخل ده شو يصير قلبي يقول شو أنا وديعة شو أنا وديعة ساعة وحد هو يعني شو إجا وديعة فعايد ده تخشوا بصح دو يعني تخشوا بصح دو شو تروح تخشوا حسن Вот Mahmud Umar раз
Конечно, можно здесь. Типа, выступить между. Вот как раз президиум. Шваги, ты садись в президиум тоже, да? Сейчас. Артем, ты тоже будешь представить, потому что Грузия представляет. Пустая лахи. Еще Израила тоже. Hasan, alın ya hayır. Анзор, рассаживаемся. give me one here. I'll give one. This. So сейчас так. Сгущение. Всех дать что-то. Не, я имею в виду, Hasan, الواضح شوية. لون жалуется. حاجات على الحلقات عليها. حاجة واضح. Так, давайте начинаем. Идет. Hasan.
Tamam, o zaman Не знаю, по идее, да. через сколько? 12 лучше. Открыли камеру. Ну, тоже. Сейчас еще раз больше. Это сейчас новый ссылка. Все, моя. Люди. Не, сейчас. Все, вас сделаем. Зарядку нет. Начинаем. Теперь прошлый забрать, начинаем. Махмуд, все дополнительно еще. И потом уже, может, кому времени, в принципе, подключится. Если нет, то мы запустим картинки. А шмаги чуть позже можно, да? Просто сейчас со своей докладчикой еще не закончил. Микрофон, А вы не скажете, что сегодня будет онлайн, либо видео? Да, смотрите, сейчас выступает у нас Аксагал, да, за ним молодой в очках выступит. Потом мы запустим кто у нас был, вот этого депутата, вышел, первый, который не смотрел, Муса, да, его, а потом, когда вот грузинский журналист выступит, Шмаги, у него это тоже грузинский регион, он уже выступит. Да, все это Александр. Конечно, Александр был. Да, Алексей. Алексей, да. Конечно, мы... Да. Конечно, будем. Я ждал вас. Наберите сейчас Гончаренко. Сейчас набрать? Да, я не видел, у нас, скорее всего, со связью проблемы. Извиняюсь, Алексей, сейчас наберем вас. Набираем. Да, сейчас, минуточку. Да. Алексей, вот единственное, вот у нас, вот вы, наверное, видели наш репортаж прямой, поприветствовать просто первый чеченский съезд Объединенной диаспоры, и, можете назвать, первый съезд, первый международный съезд Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Первый международный съезд. Да, я сейчас напишу вам. Отлично. Конечно, если будете вместе подключить, это как раз у нас тут есть представитель Кавказского союза, который мы в Киеве создавали. Будет отлично, если Черкесского тоже как-то, я не знаю. Да, это будет отлично, да. Ну, там может быть и... Да. Хорошо, Алексей, хорошо. Сейчас я вам пишу, там, можете там упомянуть меня и Анзора, если есть возможность такая. Да, Джабулат Сулейманов и Анзора Масадов. Да, там, как бы, спасибо за то, что организовали, да, что-нибудь такое. Все, спасибо. Посмотрите, сейчас будет Гончаренко тогда. Да, объяви, да. Один человек будет? Один будет, но там еще на камере будет. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, мы возобновляем наш первый международный съезд Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. И сегодня
у нас на связи депутат Верховной Рады от партии Европейская солидарность Алексей Алексеевич Гончаренко. Он также является председателем Одесского областного совета и также является депутатом Одесского городского совета 5 и 6 созыва. И он 4 января 2022 года является вице-президентом Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцам. Да, да, можно. Алло. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Вы меня слышите? Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Слышу вас хорошо. Вы меня только слышите или видите тоже? Мы видим прекрасно вас и слышно тоже хорошо. И вас приветствуем на первом международном съезде Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Я вас уже объявил, пожалуйста, вы можете говорить. Здравствуйте. Еще раз я приветствую первый международный съезд Объединенной диаспоры Ичкерии. Это замечательная инициатива, и я хочу поблагодарить Джамбулата Сулейманова, Анзора Масхадова за организацию и за приглашение выступить перед вами. Вы знаете, что в парламенте Украины я имею честь возглавлять межфракционное объединение «За свободный Кавказ». Я был инициатором принятия резолюции и решения Верховного Совета Украины, Верховной Рады Украины, парламента Украины о признании Чечни независимой, о признании Чечни оккупированной Россией и о признании геноцида чеченского народа. Такое решение было принято вот недавно в Верховной Раде, и это такой уже первый, очень, мне кажется, важный шаг навстречу чеченскому народу и протянута рука от украинского народа чеченцам в вашей борьбе за вашу свободу и независимость. Кстати, я сейчас имею честь вас приветствовать из Стамбула, где сейчас я встречаюсь с Черкесской Федерацией Турции, вашими соседями, черкесами, которые тоже хотят видеть себя независимыми и тоже строить свою жизнь. И они тоже передают вам привет и вашему сегодняшнему съезду и пожелания свободы и победы. Еще раз могу сказать, что Украина сегодня на переднем краю борьбы с Российской империей. Российская империя — это зло, которое должно быть уничтожено. Российская империя, я надеюсь, это война, которая сейчас ведется, по идее, против Украины, это последняя империалистская колониальная война Российской империи, которая действительно залила кровью Кавказ, Украину, которая осуществила геноцид черкесов, чеченцев, ингушей, украинцев в 30-х годах. Сегодня опять осуществляет геноцид украинцев. И это все нужно прекратить. Путь к этому только один. Деколонизация России, деимпериализация. Кавказ должен быть свободным. Народы, которые Россия подавляет столетиями, имеют право на самоопределение. И чеченцы сражались за свою свободу мужественно, годами. И только навалившись вот всей своей количеством, я бы сказал, на Чечню, Россия смогла ее подавить. Но я уверен, что стремление к свободе в сердцах чеченцев сегодня так же велико, как и раньше. И уверен, что вы добьетесь своей свободы, а мы, как Украина, будем вам в этом помогать, как мы уже признали на национальном уровне. Мы первая такая страна, которая официально признала Чечню сегодня оккупированной Россией и геноцид чеченского народа. Ичкерия in марша! Алексей, спасибо вам большое за то, что вы делаете для нас, за то, что вы делаете для нас всех, и для Украины, и для чеченцев, и для кавказцев. Очень примечательно то, что вы сейчас находитесь на Конгрессе черкесов, так как вы возглавляете межфракционное объединение Верховной Рады. Надеемся, что также последует признание черкесского геноцида. Они заслуживают этого. И это все запустить процессы, которые позволят мировому сообществу оценить все злодеяния России против человечества. Спасибо вам большое.
И также... Спасибо. И рядом со мной вот один из представителей Черкесской Федерации. Если можно, представьтесь, как раз наши друзья из Чечни сказали, что они абсолютно поддерживают принятие решения о признании геноцида черкесского народа. И им очень приятно, что я их приветствую вместе с черкесами. И вот если можно от лица черкесов тоже сказать несколько слов, поприветствовать чеченцев. Да, приветствую, салам алейкум. Хочу приветствовать братский чеченский народ. От лица всех черкесов хочу выразить приветствие и сказать добрый путь. Нас ждут большие дела и за свободный Кавказ. Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое. Не знаем, как зовут нашего черкесского брата. Спасибо большое. Надеемся, что ваша работа будет... Меня зовут Касакик. Я родился и вырос на Кавказе. Сейчас живу в Турции. Спасибо, Касакик. Надеемся, что ваша работа будет продуктивна и будет иметь последствия, которые нам позволят деоккупировать и Черкесию, и все черкесские народы вернуться на свою историческую родину. Спасибо вам. Спасибо. Алексей, вам также спасибо и до новых встреч. Alexei Gonchienko est un député du Parlement ukrainien, une fois de plus. Il trouve que ce congrès est une très bonne initiative. Il remercie les organisateurs Suleymanov et Masradov. Il a participé à la décision du Parlement ukrainien de reconnaître la Tchétchénie comme un État occupé, donc la décision du 18 octobre 2022. Il dit que c'est un premier pas très important. Là, actuellement, il est à Istanbul, donc en Turquie. Il était avec la diaspora tcherkesse, donc ce sont nos voisins, et ils ont les mêmes objectifs que nous. D'ailleurs, ils nous saluent. Ensuite, il dit que le seul moyen pour atteindre nos objectifs, c'est la décolonisation. Ensuite, il y avait ce représentant de la diaspora tcherkesse qui est apparu aussi. Il nous salue et il souhaite la liberté et l'union du Caucase. И мы слово передаем нашему старшему соотечественнику Махмуду Мегалатову. Он является первым председателем комитета ТОЛом, также учредителем этого комитета. И также он состоит в Ассамблее чеченцев Европы. Махмуд, приветствую. Ассаламу алейкум, вежливый. В самом начале своего выступления я хотел бы напомнить нашим гражданам Чеченской Республики Ичкерия, что чеченцы Нохчи не приемлют авторитет власти, а только приемлют власть авторитета. Исходя из этого принципа, мы должны выдвигать из нашей среды авторитетных людей, не запятнавших себя какими-либо осуждаемыми нами поступками, как ложь, клевета, несправедливость, нечестность в делах и прочими богопротивными качествами, как высокомерие, лицемерие, противные каждому чеченцу, наследнику пророка Ноя, кем мы являемся. Еще с 1992 года философ, профессор Грозненского университета Адам Дудаев в своем труде «Философия чеченского суверенитета» высказал свои основные мысли по новому формату нашей Конституции, где предлагает разработать норму представительства. К примеру, если взять мое родное село Новые Атаги, то там есть два варианта. Если брать граждан села в целом всего села, где разные тайпы, нам тяжело будет прийти к единому решению. Сначала необходимо разработать норму представительства совместно с нашими философами, историками, представителями старейшин, представив на это время, что у нас есть республики шариат. И исходя из этого, верстать дальше законодательство на основе нами всеми признанными нормами шариата. Но только они, эти нормы законодательства, должны быть соответствовать нашим адатам, которые не противоречат исламу. В исламе имам и есть, в принципе, президент, как в римском праве. Таким образом, мы приходим к тому, что есть имам, президент, но еще необходим и представительный орган чеченского народа, состоящий из авторитетов этого народа. В принципе,
Тем представительным органом и был создан в 2002 году Совет Шуры, Маджлис Шура, где сказано, что ЧРИ – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа, где источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Кстати, там сказано, что данная конституция сокращена в связи с военным положением, а не отменена, как утверждал самопровозглашенный имам так называемого правительства в изгнании. Желающие могут ознакомиться с этими дополнениями и поправками, принятыми 4 июля 2002 года на расширенном заседании Совета Шуры, высшего органа государственной власти ЧРИ, на период военных действий, который, естественно, будет действовать на период полной деоккупации нашей Родины и формирования затем представительных органов чеченской власти для управления страной. Таким образом, имам, президент, должен быть наделен определенными правами и обязанностями, но и часть народа должна быть представлена по избирательному праву, чтобы чеченское общество само могло представиться через своего представителя. По этому принципу и было заключено то соглашение на Маджлису Шура при участии всех глав администраций, командиров отрядов сопротивления во главе с президентом Наибом и действующими на тот период представителями народа в лице депутатов парламента Чеченской Республики второго созыва. Естественно, если возникает вопрос, для чего или почему это сделано было, то есть этому ясный ответ, что в тот период агрессии России каждый госслужащий и воин сопротивления рисковал своей жизнью и имуществом, не считая риска многочисленными родственниками в каждой семье чеченца. Все участники войны могли в любой момент погибнуть на этом пути Газавата в противостоянии с огромными силами вторгшегося врага. Поэтому грош цена тем людям, которые сегодня критикуют те решения воинов сопротивления во главе с имамом. Большая между нами разница в понимании реальной ситуации и крепости духа на пути Аллаха, которые всегда должны быть при омовении, чтобы встать на молитву и, если суждено, то погибнув, предстать перед своим Создателем. Аллах сиду альцер, и кенти иштляла ламас карахдуш, бинах бюсена, газват атакал кичакуш. Так что мы склонны к пониманию таких чеченцев на войне, нежели тех, которые мягко спали и сытно ели на европейских ли просторах, либо в других странах Ближнего Востока и арабского мира. Даже парламентская делегация Литовского Сейма, посетившая с визитом Чеченскую Республику Ичкерия зимой 1993 года, нам по поводу Конституции говорила: не обращайте внимания ни на кого в мире, если вы считаете, что у вас создастся стабильность в республике, если вы примете ислам как государственную религию, надо его принимать. Напрашивается вопрос, почему Израиль может провозглашать, что иудаизм государственная религия, или итальянцы могут в Конституции написать, что католицизм, буддизм в Индии, в Корее и Японии. Если слушать всех наших критиков, то есть большая вероятность отхода от прямого пути, предписанного нам нашим Создателем. А для чего необходимо все вышесказанное? Да только для того, чтобы все эти чиновники в госструктурах, представители власти стали примером богобоязненности и служили своему народу в соответствии с требованиями Корана и Сунны. Тогда только укрепится государственная основа Чеченской Республики Ичкерия. И еще, наших людей надо воспитывать так, чтобы каждый гражданин ЧРИ ставил во главу угла свою государственность. То есть должен быть главный принцип гражданственности, и слово государственность должно быть главным для каждого из нас. А у нас должно быть ревностное отношение и уважительность к своей государственности. В государстве должен быть представительный орган, а вторым контрольный исполнительный орган, если мы считаем, что должны быть разделены три ветви власти: исполнительной, законодательной и судебной. В наших условиях такое разделение считаю неосуществимой мечтой, исходя из нашего менталитета.
Без прохождения определенного пути развития государственности мы не сможем преодолеть вредные привычки наших граждан, где в последнее время превалирует стремление к обогащению любым путем и в краткий срок. Так что власть должна быть в период освобождения от колониального гнета и укрепления и становления государственности. Сосредоточение власти должно быть по принципу пирамиды, то есть главой государства должен быть один человек, и от него должны остальные исполнительные и представительные органы власти, силовые структуры. Представительный орган, кроме нормотворчества, должны быть контрольные функции у них. Это самое важное. Ведь сегодня мы воочию видим силу представительных органов американской системы власти в том, что у них конституционно закреплено право на контроль, и любые нарушения, независимо от президента и до последнего чиновника, они могут создать постоянно действующие комиссии. Даже если парламент постоянно меняется с каждыми выборами, там есть постоянный аппарат. А в аппарате для постоянного четкого функционирования надо иметь самых грамотных юристов, в максимальной степени определив высокие ставки по оплате работы, сосредоточив по всем направлениям экономики, финансовой сфере. Также правоведов нужно включить в эту работу аппарата. С учетом той возможности коррупции в нашем обществе, тем более имея многочисленных родственников со всех сторон, поэтому необходимо закрепить за этими специалистами контрольные функции в этом аппарате представительного органа власти. Не следует загружать систему государственного управления излишними структурами, как прокуратура, следственные органы, органы правопорядка и так далее. Надо большую группу населения, к примеру, в Шалинском районе, обеспечить одним прокурором с несколькими следователями. Но должны быть во всех районах свои представительные органы для решения своих чисто внутренних вопросов жизнедеятельности в целом района. Они на месте должны определять своих представителей в общереспубликанские органы власти из авторитетных, принципиальных и грамотных людей. Тех людей, к которым прислушивается большинство граждан этого района. Конкретно это должны быть уважаемые, авторитетные люди, решающие вопросы взаимоотношений, люди, которым доверяют в конкретном районе или селе. Сам принцип главной формулы – это, что чеченец не приемлет авторитет власти, но приемлет власть авторитет. Эту формулу следует внедрять у нас, и на базе этой формулы мы и сможем создать свои представительные органы. К примеру, такой сильной личностью у нас был наш первый президент Жохар Дудаев. Сегодня трудно найти подобной личности среди нас по причине апатии людей к политической деятельности. Как у нас говорят, долуша и дол автор. И такие личности начинают проявлять себя с детства. И на этих авторитетах надо базировать власть. Как нужно создавать механизмы защиты внутри этой власти? Если нет возможности выставить своего представителя от какого-нибудь села, то должна быть возможность объединить свои голоса с другим селом или в одном селе с другим тейпом. Через этих уважаемых представителей можно будет влиять на местах в вопросах обеспечения правопорядка и соблюдения всеми норм принятого законодательства. Также можно предусмотреть возможность и сокращения, либо прекращения права представителя в высшем представительном органе республики в результате нарушения кем-то закона или совершения тяжкого преступления. Таким образом, это будет стимулировать соблюдение законности в каждом тейпе, семье и селе. Это будет требованием от каждого гражданина законопослушности и соблюдения одинаковых правил для всех. Если в каком-либо округе совершено преступление, то прокурор высылает документ в парламент, что в каком-то округе такой-то совершил против государства особо опасное преступление. В связи с этим просим принять соответствующее решение. Больше ничего не должен делать прокурор, кроме как определения меры наказания. А парламент, в соответствии с принятым регламентом, где определено положение о праве принимать депутатами решения,
выдвигать какие-то предложения для лишения этого представителя права голоса при принятии решений на определенный регламентом период времени полгода, год, в зависимости от совершенного преступления и его степени опасности для общества за налоговое преступление или финансовое, за хищение государственного имущества. Здесь должен быть очень серьезный спрос за преднамеренное действие. Если это не государственное преступление в категории, если не государственное преступление в категории особой тяжести преступления, то частные бытовые случаи менее опасны для государства и общества. Также можно отнести к особо опасному преступлению, как нахождение пьяным за рулем и под наркотическим воздействием. В обязательном порядке эта информация должна быть передана в средства массовой информации о том, что данный депутат с такого-то округа лишается права участия с тем, что совершено особо опасное преступление против государства на его избирательном участке. Он лишается решения мандатной комиссии парламента на такой-то период, и это будет позором для депутата. Таким образом, при решении бюджетно-финансовых вопросов по финансированию объектов строительства, структур дорожного строительства, либо других необходимых для его избирателей благ при формировании бюджета страны. Таким образом, по существу вопрос бюджетного финансирования станет главным вопросом для каждого представителя народа. И не будет возможности защитить интересы своих избирателей. Таким образом, эти общества взаимно связываются через такие интересы и становятся наиболее сплоченными и ответственными. Так жили наши предки в прошлом, чувствуя долг перед всем обществом, что, естественно, повлияло и, естественно, позволяло и организовывается в случае опасности из-за внешней угрозы. Так обозначались и выдвигались естественным образом достойные из достойных, и люди шли за такими авторитетами на войну и в других сложных ситуациях. Поэтому и была чеченская нация самой передовой и мобильной. У нас есть возможность развивать нефтегазовую отрасль, земледелие, животноводство, транспортные сети и логистики. Все перечисленные вопросы очень привлекательны для приватизации. Если мы допустим этих пророссийских толстосумов, то они, прильнув к приватизации, снова сядут на шею чеченского народа. С ними у нас разные точки зрения по всему спектру финансово-экономических вопросов. Они считают себя на равных с нами гражданами чеченцами. Да, чеченец ты, но сегодня у тебя интерес не чеченский, а интерес денежный. После этих разногласий наши проблемы усугубляются. Поэтому нам нужны определенные нормы представительной власти, и эти вопросы следует решать очень тонко и скрупулезно. Наша прежняя конституция была основана на римском праве, которое нам абсолютно не подходит. Мы и ранее жили на конституциях того же римского права во времена СССР и нынешней России. Никогда им не подчинялись, и почти всегда нас заставляли подчиняться этим законам, в случае чего мы решали все равно свои вопросы по шариату. Все авторитетные люди являются носителями этого ислама и имана, которые прожили жизнь настолько в трудных условиях, что они уже полностью знают, что, как и где поступить. Они настолько набрались опытом жизни во взаимоотношениях и с людьми, и с властями. Только такие люди нам нужны для решения вопросов жизни, войны и мира. Эти люди имеют большой жизненный опыт. Возраст в связи с этим должен быть во всяком случае за 50 лет. Необходимо создать парламент, правительство, а президент должен исполнять функции представителя государства, выполняющего определенные возложенные на него обязанности. Это сложные времена. А в обычные мирные времена правительство должно быть подотчетно парламенту, и формировать это правительство тоже будет парламент. Также на базе шариата должен быть уголовно-процессуальный закон на пути становления, чтобы быть исламским государством, ну и другие конфессии будут иметь равные права главными носителями на базе авторитета. А теперь касательно коллективного представительного органа следует сказать, что он, такой орган, должен быть избран
на этом международном съезде Объединенной диаспоры Чечни и самых авторитетных и грамотных людей, умудренных жизненным опытом и стоящих твердо на принципах определенных ислама. Количественное отношение должно быть от 9 до 15, на мой взгляд, которые на своем первом заседании изберут председателя, затем разработают положение созданного представительного органа и в дальнейшем разработают регламент работы. В этом представительном органе нам видится примерная структура, призванная обеспечить объединение нашей диаспоры за рубежом, чтобы решать наши насущные вопросы, обеспечение прав наших граждан, социальных вопросов совместно с государственными органами европейских стран. Самое главное – это защита наших иммигрантов от посягательств различных экстремистских группировок, агентов российских спецслужб и разжигателей национальной розни, а также защита от целенаправленной пропаганды против чеченцев в средствах массовой информации. Надеюсь, что выбранный наш представительный орган по результатам голосования данного съезда предложит такую структуру, которая послужит для укрепления нашей диаспоры и решения наших насущных вопросов на период нашего нахождения здесь, в зарубежье, с последующим продолжением своей работы для нашего общего блага на пути освобождения нашей Родины от российской оккупации. Таким образом, я изложил свое примерное видение решения нашего жизненно важного вопроса на сегодня и будущее время по вопросу приоритетных задач коллективного представительного органа. Спасибо за внимание. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Махмуда, благодарим за то, что он выступил с программой будущего, как нам видится устройство чеченского народа. И я тоже коротко хотел бы о себе сказать, что скоро мы надеемся выпустить программный документ о том, как нам видится будущее Чеченской Республики Ичкерия. И коротко о себе хотел бы сказать, что, как было отмечено нашим уважаемым Махмудом Бибулатовым, нам политическое устройство Чечни видится как меритократия, то есть это власть достойных. Это так и переводится, меритократия – это власть достойных. А достойные, они избираются на местах народом. Эти представительные люди уже должны опосредованно, то есть делегированно выбирать главу государства. Никак иначе. И когда мы говорим о народовластии, мы говорим о власти народных. Как отметил по формуле Махмуд Бибулатов, не власть авторитета, а авторитет власти. Правильно сказано? Вот это есть Нет, власть авторитета. Не власть авторитета, да, авторитет, власть авторитета. Да. И в этом заключается основная суть того, что именно то, что у нас много сегодня шли разговоры, есть борьба терминов, есть непонимание, на каких языках мы говорим, то есть какими символами мы оперируем. И сегодня есть такой момент, что чеченская власть и чеченская культура, она должна стать достоянием всемирной культуры и истории. Вот мне сегодня прислал один также наш уважаемый человек в чеченском народе, это Иса Мадаев. Он был назначен нашим первым президентом Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым полномочием по обмену военнопленными. Он известный в Чечне человек. И он также напоминает, что в 1998 году на окраине села Старый Атаги по призыву президента Аслана Масхадова была принята программа по преодолению существующего раскола в Ториме. То есть мы сегодня, когда говорим, что мы собрали чеченскую диаспору и хотим построить представительство граждан Чеченской Республики Ичкерия в вынужденной иммиграции, мы стараемся преодолеть тот раскол, который будет стоять до тех пор, пока мы не определимся о будущем Чечни, о политическом будущем Чечни. Разумеется, как отметил Махмуд Бибулатов, каждый народ имеет свою культуру и свое вероисповедание. Мы являемся мусульманами, суннитами. Это неотъемлемая часть нашей идентификации.
И сегодня особенно остро это воспринимается молодежью. Но нам нужно говорить на общепонятном языке. И когда выговаривают слово «демократия», мы должны понимать, что это всего лишь форма правления. Культурный код, он принадлежит каждому народу. И в том числе чеченцы являются древнейшей демократией Северного Кавказа. Это народовластие, но это не такое народовластие, которое позволено... То есть это, как отметил Махмуд Беглатов, это власть авторитетов. В народе есть уважаемые люди. Уважаемые они за какие-то свои достижения, за какие-то личные его качества. Поэтому именно такие представительные люди должны быть в будущем у власти в Чеченской Республике Ичкерия. А строится это все на кодексе чести Онахчела. Вот как раз я сейчас возвращаюсь к тому месседжу, который нам прислал Исам Адаев. Кстати, он живет в этом городе, он тяжело болен, сегодня он не может ходить, и мы надеемся, что завтра он все-таки сможет принять участие и сам выступить со своим докладом. А пока мы только отметим, что весь мир знает кодекс Бусидо, он знает какие-то другие, может быть, экзотические кодексы чести или культурные аспекты других народов мира. Все они стали достоянием всемирной культуры. И мы надеемся, после деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, мы готовы также стать открытым для всего мирового сообщества. И надеемся, что мир также узнает о кодексе чеченского онаха. Это человек, который уважаем в народе, который готов на жертвенность ради своего народа. И если не каждый сможет по своим каким-то моральным, физическим качествам стать онахом, то каждый обязан стремиться к этому идеалу. Именно такое эгалитарное и общество, где есть путь для всех, кто готов себя проявить, для людей достойных. То есть мы говорим за будущую меритократию в Чеченской Республике Ичкерия. Спасибо за внимание. Я хочу представить и передать слово нашему активному участнику. Перевод. Нет, перевод. Да, перевод будет сначала. Donc d'abord, je vais traduire les propos de Mahmoud Beboulat. Donc j'ai eu la chance d'avoir son texte, donc j'ai résumé tout ce que j'ai pu. C'est un peu long. Dès 92, le philosophe et professeur Adam Doudaev a parlé du nouveau format de notre constitution, où il propose de développer une norme de représentation. Donc il y a un imam qui représente le président comme dans le droit romain, mais il faut aussi un organe représentatif du peuple tchétchène. L'imam, donc le président, devrait être doté de certains droits et devoirs, mais une partie du peuple devrait également être représentée au suffrage, afin que le peuple tchétchène lui-même puisse se présenter à travers son représentant. L'État devrait avoir un organe représentatif et un second organe exécutif de contrôle. En ce qui concerne les trois pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, une telle division semble être un rêve irréalisable en raison de notre mentalité. En période de libération de l'oppression coloniale et de renforcement et formation de l'État, la concentration du pouvoir devrait être selon le principe d'une pyramide, c'est-à-dire qu'une personne devrait être le chef de l'État, et ensuite il devrait y avoir le reste des organes exécutifs et représentatifs. Le système de l'administration publique ne doit pas être surchargé de structures telles que le bureau du procureur, les autorités chargées de l'enquête, les forces de l'ordre, etc. Chaque région devrait avoir son propre organe représentatif pour résoudre ses problèmes purement internes. En cas d'infraction, un représentant peut être restreint dans ses droits, donc le Parlement peut faire des propositions pour priver le représentant du droit de vote en fonction du délit commis et de son degré de dangerosité pour la société. Cette mesure encourage le respect de la loi et les mêmes règles pour tous. Elle permet de devenir plus solidaire et plus responsable, c'est ainsi que nos ancêtres vivaient dans le passé. Ils ressentaient ce devoir qu'ils avaient envers toute la société. Notre ancienne constitution a été basée sur le droit romain, ce qui ne nous convenait absolument pas. Nous avons vécu auparavant sur les constitutions de la même loi romaine pendant l'URSS, la Russie d'aujourd'hui notamment. Elles n'ont jamais été respectées et presque toujours nous avons été forcés d'obéir à ces lois et nous avons toujours fini par résoudre nos problèmes nous-mêmes. Il est nécessaire de créer un parlement et un gouvernement
Quant au président, il doit agir en tant que représentant de l'État. Est-ce qu'on m'entend? De l'État en exerçant certaines fonctions qui lui sont assignées. C'est ainsi que ça fonctionne dans les moments difficiles. En temps de paix, le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement et c'est le Parlement qui forme ce gouvernement. En ce qui concerne l'organe représentatif collectif, il doit être choisi à ce premier congrès international de la diaspora unie de la République tchétchène-Itchérie, parmi les personnes ayant le plus d'autorité, étant les plus compétentes, ayant le plus d'expérience. En termes quantitatifs, il devrait être au nombre de 9 à 15. Ils éliront un représentant, on peut appeler ça un dirigeant, lors de leur première réunion, puis ils élaboreront le règlement de l'organe représentatif et développeront les règles de travail. Dans cet organe représentatif, nous voyons une structure conçue pour assurer l'unification de notre diaspora à l'étranger afin d'assurer les droits de nos citoyens sur les questions sociales avec les organes étatiques des pays européens. Le plus important est la protection de nos émigrants contre, par exemple, des agents des services spéciaux russes, des instigateurs de la haine ethnique, ainsi que la protection contre la propagande ciblée contre les Tchétchènes dans les médias. Il espère que les personnes élues à notre organe représentatif sur la base des résultats des votes de ce congrès renforceront notre diaspora et résoudront nos problèmes en poursuivant leur travail pour notre bien commun sur le chemin de la libération de notre patrie de l'occupation russe. Ensuite, Suleymanov Djambolat a ajouté que bientôt il y aura un programme sur la manière dont on voit notre République. Il faut savoir qu'on la voit en tant qu'une méritocratie. Toute personne a sa culture et sa religion. Il faut savoir que nous sommes musulmans. Et lorsqu'on dit démocratie, on la voit comme une manière de gouverner. Nous souhaitons être ouverts au monde entier, honnêtes, transparents, que le monde puisse nous connaître. Мы сейчас предоставляем слово Дмитрию Качинскому, глава партии «Братство», также украинский политический общественный деятель, журналист, телеведущий и также драматург. Он являлся кандидатом в президенты Украины в свое время. Добрый вечер, Дмитрий Качинский. Добрый вечер, Дмитрий Александрович. Мы вас приветствуем на первом международном съезде Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Я вас уже представил, и вам слово, пожалуйста. Да, приветствую. Поздравляю с сегодняшним съездом. Передаю вам привет от Украины, которая борется. И будем надеяться, что наша неизбежная победа откроет свои возможности для всех народов Кавказа, в первую очередь для Чечни, для восстания, для освобождения. Мы верим в том, что уже в ближайшее время вы сможете повернуться на родину для того, чтобы устраивать новую жизнь, и в том, что Россия будет развалена нашими общими усилиями,
мы восхищаемся, и для нас сейчас в нашей войне примером есть борьба чеченского народа в 90-х и в 2000-х годах. И я уверен, что украинский народ будет оказывать всемирную помощь чеченскому народу в его борьбе за освобождение, которая возобновится в ближайшее время. За нашу и вашу свободу спасибо вам. Будем вместе и будем вместе идти к победе с помощью Бога и во имя справедливости. Дмитрий, спасибо вам. Мы вас услышали. Были рады вас еще раз увидеть вместе с нами. И до новых встреч. Да, спасибо. Счастливо. Donc, Dmitry Kalchinsky est une personnalité politique et publique ukrainienne. Il nous félicite pour ce congrès et il nous salue de la part de tous les Ukrainiens. Il dit qu'il croit que notre pays sera bientôt libéré. Il dit que le peuple tchétchène, la lutte du peuple tchétchène durant les guerres dans les années 90 et 2000 est un véritable exemple pour eux. Il dit que l'Ukraine va aider le peuple tchétchène dans son combat. Il dit que nous sommes ensemble et que nous allons avancer ensemble vers la victoire. Следующее. Муса поставлено. Муса Магомадов, депутат У нас немножко программа как бы меняется, походу, потому что есть все новые участники, и я рад вам представить нашего очередного участника нашего съезда. Это Муса Магомедов, депутат Верховной Рады Украины, и он по происхождению дагестанец, и это замечательно, потому что мы буквально недавно, 29 октября, представили в Киеве новое объединение кавказского народа, это Кавказский союз. Он был участником этой конференции, одним из организаторов этой конференции. И сегодня мы рады приветствовать его на нашем съезде. Вот, все включается. Сразу выкачиваемся. Ассаламу алейкум. От лица народных депутатов Украины, от лица межфракционного объединения «За свободный Кавказ» приветствую всех участников первого международного съезда Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия и желаю вам сегодня плодотворного дня, жарких дискуссий, споров и решений, которые направлены на одну и единственную благую цель – построение свободной Республики Ичкерия, построение свободного Кавказского союза, построение государств, которые будут между собой равны и не будет старших братьев и младших братьев, как нам все время говорила российская пропаганда. И хочу сказать, что сейчас то время, когда нужно об этом думать, когда нужно готовиться, когда нужно выстраивать стратегию, когда нужно обсуждать, каким образом нужно двигаться к этой цели. Почему? Потому что сейчас идет война не просто за будущее одной страны под названием Украина. На самом деле идет борьба за будущее и Кавказа, и кавказских народов. И могу сказать, что в этой войне мы вместе, и украинские вооруженные силы, и украинский народ, и национальные батальоны, которые воюют за свободу Украины, потому что они совершенно точно понимают, что это единственный шанс построить свободные республики, равные между собой, построить Кавказский союз, который будет равноценным субъектом международного права и мостиком между Европейским Союзом и
Кавказским союзом будет Украина, и такая конфигурация обязательно состоится, потому что мы не проиграем в этой войне, можете не сомневаться. Почему? Потому что весь цивилизованный мир сейчас поддерживает Украину. Есть кто-то, кто делает это молча, есть те, кто делает это на постоянной основе, помогая нам и оружием, и экономически, и они это делают. Почему? Потому что они понимают, что если не сейчас, то что себе завтра позволит Россия по отношению к ближайшим соседям, ну, несложно предсказать. Потому что давайте вспомним, какое количество войн было развязано Россией за последние 20 лет, 30 лет, скажем так. И армяно-азербайджанская война была развязана благодаря спецслужбам России. Война в Абхазии, война в Грузии, война в Южной Осетии, не говоря уже о первой российско-чеченской войне и второй российско-чеченской войне, где погибло множество, сотни тысяч людей, сотни тысяч чеченцев, где, по сути, это был геноцид чеченского народа, который мы уже признали в Верховной Раде. И, на самом деле у нас нет другого варианта, мы будем бороться до конца, и конец будет светлым, и мы точно победим, потому что мы вместе, и я желаю вам прежде всего единства в ваших целях, единства душ и веры, потому что у нас у всех одна вера в то, что мы будем свободными и будем счастливыми, потому что над нами не будет царей. Салам алейкум, хорошего дня и рад дружить с вами. У нас сегодня речь зашла с подачи Мусы Магомедова добровольческих отрядов в Украине. Сегодня также сейчас у нас должен был выступить Ибрагим Янгурбаев, но Ибрагим, с твоего позволения, мы позволим выступить Ладо Камсахурди. Он возглавляет Кавказский легион, это добровольческий отряд в Украине, который защищает Украину от российской агрессии. И он также возглавляет организацию, которую он сам в своем выступлении он нам прислал, так как он находится на фронтах. У них проблемы со связью, и он записал для нас заранее видео, и он сам представится. Минутку, сейчас она переведет. Donc là, nous avons celui qui a pris la parole, c'est Moussa Magomedov, un député du Parlement ukrainien d'origine dagestanaise, ou du Daghestan. En Ukraine, ils avaient participé, lorsque Suleimanov et Masradov se trouvaient en Ukraine fin octobre, début novembre, ils avaient participé à une conférence Caucase Uni, donc, où était présent justement Moussa Magomedov. Il nous souhaite un rassemblement très enrichissant aujourd'hui. Il pense que le Caucase doit être uni et tout le monde doit être égal au sein du Caucase et non pas divisé comme le souhaite la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas seulement une guerre en Ukraine, mais notamment une lutte pour la libération du Caucase. Il pense que l'Ukraine sera le pont entre le Caucase et l'Union européenne. Et le monde entier soutient l'Ukraine, donc cette victoire est certaine, victoire de l'Ukraine et de tous ces peuples qui se battent pour leur indépendance. Il a notamment évoqué le fait que durant les guerres tchétchènes des années 90 et 2000, ce qu'il y a eu, c'est un génocide, donc il faut le reconnaître aussi. Voilà. Приветствуем Международный съезд объединения чеченской диаспоры Республики Ичкерия. Я Ладо Камсахурди, председатель организации «Круглый стол Свободный Кавказ», базирующийся в Грузии, а также командир военного крыла этой же организации,
который воюет на стороне Украины против оккупационных войск России под именем Кавказский легион. Многострадальные народы Кавказа мы веками прекрасно знаем о терроризме России, который только сегодня признал весь мир. Мы считаем, что нет два Кавказа, Южного и Северного Кавказа. Кавказ здесь один, неделим, и он принадлежит цивильному свету. Российская империя построена на костях малых народов, и оно обязательно развалится. Нам надо единство, чтобы восстановить историческую справедливость народов Кавказа. В войне в Украине, окончание войны в Украине мы видим так. Восстановить территориальную цельность Украины, восстановить территориальную цельность Грузии, освободить Республику Ичкерия и весь Кавказ от оккупации РФ. Круглый стол «Свободный Кавказ» готов для дальнейшего сотрудничества организаторами съезда. Наш цель и важнейший цель, можно сказать, единственный, бороться за свободу кавказских народов. Слава Украине! Слава Грузии! Слава независимой Ичкерии! Свобоda Кавказа! C'est un Géorgien. Il a parlé du bataillon géorgien Légion du Caucase qui combat notamment en Ukraine. Il dit que pour nous, il n'y a pas deux Caucases, c'est-à-dire un Caucase du Nord et Caucase du Sud, mais un seul Caucase uni. Et il est important de lutter pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de la Géorgie. Oui, c'est tout. Мы передаем слово руководителю движения Адев Евгену Ибраиму, а потом, следовательно, его брату Байсангуру, также активному участнику этого движения. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Resul Dahbar Nadolana, Allah Resul организовать анзорына жомбаларына шупурбат ваймах камадада жомбалар ваймах камадада وقوم كواحد دقة تشحالدو أو تشرحها ده تشحالدو ده تيموري إشت كذبوا أو نيق قهويش عش أو نيق قهويش عش بول ويجري صرنا تعترض إيديولوجيش بول разные там боль вос боль он магара сондера кризис позаючаю я кризис хлыню вообще сашан схилча амбитиш адитез вос адитез цацол цасунам цатам кына цол ададитна ала да аюшва ала да кахиес нокчу ома кахиес وين كرت نجهدو شرط دي ترى وي مارش ويا شغلات كندا شرط هو ترى يزدي وزنو شيء يشدات Украин школа когда был международные организации школы когда был правительство школы цега таха это дез вой марш вой вакру иншалла чуть афшорта там вот Цундера ونوكشوف أمدو ونوكشوف شوابول أما تنا ويلي يز دعبيك شناخ بو قطع بيشناخ بو إتعت أمبيتش ذات وجه بالي دول ريان بالي دولي دلا قوم صدق بيش ساعة ويتي ويلو وجه دوك بو بالي تقول سوي إشتك إز دول وقوم دا قهيوش يقطع تدوس هم دا قيسلو شي تعطون شتوكي إز دودك ونوكش قومك تعجبني قوي تسيزوي هيت دوك هانيو جوا كيجنا تعب يجنجال الله مشبو إلا كش بيش مش هبو
sen ayırım şuya imurtaç kadira için ayır şpana zudrehiz botse bakınahiz botse kiginahiz botse aşağı Allah sisas der o dünyanın daha ve qom yuqaha ve qam sisas dida büyülüçdü Осиш, Украина, план хилчханаха, мертер моду ногч Украины текехта. Мелчо пропаганда шер. От кремлевской пропаганду тоже гар сасу быдлан, от хочет до чуария, вот быдлан на дават на из поддерживать пяша, около ногч текехта Украины ты. Исходу специально вот там сисас дарту. А террорист вока бишдарвай, хин своя ца хлосута. Украина текехта, вот ца маньяк что шашку. Оля есть, она это жена, как ей есть, она рисовала. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekdiş, şun at bolçuga, nokşu makaraya versin makaraya. Вещи альчунте титул духом титулда зараз свой абстрактно призрачно худир до сохоч духом садвич конкретно хар халоцой вош халоцой хаурами худо гонда бол нахтер шеше тахитер ихол хитер тахитер чунсани он хай деда нефть, хайпом, сагат до, это ихум, банды, суня, ихум банды, и банчунтя, берта бяш, дитане, сум, сум, текрат, ез, вох, возьми, ез, хинстовый, холявый, из мет батю, из пумьяцу. Инсто холявый рож вошел, барт вошел еще, муатон саламалы, бусовнах, хадя снахал еще, тань межни взять, тань делать, тань же взять, вот эти зеда дышь, как долгишь, да, он дальше, холодный, شوق تبر شدول دلیه خود انداری belgeli anlatıyor. Aşvar تو ایلر باقیش نخوره ایلر عادی دوش یورو کدوش خود خیزا چونی افتاد بیش تکات یورو جاس مجدی جا вообще ячда дальше джим конкурс وقت لشان کنتوش مجدی جا فونت ايش تحوجنا ده اتبلغ تيش دعوان شيء كي دهم ده مهتم ده تيش دعوان تين دوات غير تري أما إيديل ماستر أوجر وشلك إدو شو حاليش تير كرا كوتش شيء جرجر ناخن يغوت بوتر هن يغوت عدو بوتر أم شو بقولة يغوت إن آخر دوش شون جرجر شيء جرجر تك حواك غيرتر إدو أوجر بيتني هم إدو فهمت إيش إيديل ماستر يغوت أغلاستر يور إيش نينز دقة حلاج خير نا إهين إيش ديك ليواش تنتحوش عشان بايش تنتحوش باش بعمل بوتن ديتي إخشادك إخل ده ساري أغلاس بهم خليا ساري توشا مالر يانا باختي شو أخل بيزوش يكش شو أخل بيزوش على عدير درتو تحشي يشلاري تو يانا باختي شو لارير يكش شو ده حاجة وجه خلينا ناخذ ده خن ده ساري تونده شيء جرب ناخذ ده إغير Gerder nachher, irre schon Gerder nach. Wir gehen nach schnell zu achter Zeit mit durch und ja schon weil Ibrahim durch wir gehen schon so da go شايف قاتل أم دقبش يخل شوتا دعوي كان شوتا ويانا قالت بدر بينا قاتل هيت أو ما هي غوجوش لو هو مولي مارفو بدياش كذا تقدر بيحكم تعاو أثر كنت أج شينا زي واحد برضه قيل بلنده ستوش أحسوت أسلوه خشنا يعبوش ستوش شيء قريب كن دير داتر سن يحكم تعور إتوش
شيء يشوش أو غدا حاج شيء جردين يوافق تسقط شوي غوشي مسود جردنا غوشي مسود بوصل يجري سقط ياش أصنافا شيء واحد سن هور نيت واحد اليوم جاك تانا بوا جازوش وي جوش ويجان بوش ديج وي قوم لقر جازوش أش بنز دانش لوش أش فوق يوم تاخد سين أخير وي بالتالج وقرت حني باخر باتن وينا خوش دوت سعر بيود يشتغل شيء بدي فهم دوي هر إتوان بودل باترين وين جنا ويتوان بيشتغل حلقة شغل كان بوشان وين تقعد كمغوري وين شاش در وين غوجوش تقعد أش الدوحر تام دال بخاستم غوجوش برد بودر الدوحر تام وحبي أحكيلير شغل كان يراعي كذا بيشنيك شفايز بيشنيك سير يقابل بيتان درجة وين كان دايسا ديقدريتم بيأخذ كندر تندر شيء ديل بيا ميل دين بيا دعوة غوجوش وشوش يشوش إيوش يشوم شو إيوش ينواتر شو إيوش واتر أمتن إيواتن سقط داش شيء كنت أولى غوش بناخن داخل واش دين مو عقل شيء خاطر لامز إيش تديز مارك إيش تربيز إيش مو خياله هر شيء عمر بناخن إيش أولشنا بقى دخل دي سون خا دوك كيجينا سو نريجا واشن سون بويزن بناخن تيم تعس بوشن هو نوختم شغل تاكتر تاني سه مخول إنجلس ما بيتم وجمع موير درس هيوشيس بيتم مخول كيتو عن حاجة هراي دون إيه حقلاتهم يقبض دلون حيوانات تنتي بيرود دلون حيوانات إيش تقبض هر عادة قليلة وش قليلة باش قليلة تقبض ناخن تخرج أش تخرج تاني خويل دات конечно чурчар болчара хиёда десарге чурчар тедуш шенья хилит шенья хилит ишин уллер бол таганте тахияда сунтя ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Donc là nous avions Ibrahim Yangoubaev du mouvement Adat. Donc ce qu'il dit c'est que nous sommes un très petit peuple et nous faisons face à une grande crise en ce moment. Il est donc important que nous soyons libres et que nous instaurions dans notre pays la charia. Ce qui est honteux, c'est ce qui se passe en ce moment avec Kadyrov et ses hommes qui attaquent l'Ukraine comme si l'Ukraine était leur ennemi. La Russie fait exprès en envoyant Kadyrov et ses hommes en Ukraine pour salir une fois de plus l'image de la communauté tchétchène, comme elle l'a fait durant les deux guerres tchétchènes dans les années 90 et 2000 en nous qualifiant de terroristes. Ensuite, son frère, Baïsangoul Yangoubaev, il dit que dans cette situation compliquée, nous ne devons pas nous diviser, mais être unis. Nous devons nous inquiéter pour tous nos citoyens qui souffrent, car nous sommes tous comme une grande famille. Nous étions seuls lors des guerres que nous avons traversées dans les années 90 et 2000. Personne nous soutenait, personne nous comprenait. Nous étions seuls face à l'immense Russie. Mais justement, la première guerre en 96, nous l'avions remportée car nous étions très unis entre Tchétchènes. Nous devons donc aujourd'hui mettre de côté toutes nos discordes pour notre liberté. Я понимаю, что участники устали, но у нас еще несколько докладчиков. Нам сегодня нужно, чтобы все завершили свои доклады, чтобы завтра мы приступили к обсуждению наших проблем. Поэтому прошу вас немного терпения. У нас еще на очереди будет сейчас выступать представитель чеченского добровольческого батальона в Украине имени Джохара Дудаева. И вот я сегодня пошутил насчет того, что после нашего с Анзором Асадовым визита штаб-квартиру ЮНЕСКО из России исключили из ее состава. Мне пишут с Америки, что это вовсе не шутка, что они вполне серьезно уверены в том, что это благодаря нашему визиту и началу нашего сотрудничества с этой международной организацией. Это радостная весть, можно сказать, одна из наших побед. И теперь мы вызываем выступить президиум представителя батальона имени Джохара Дудаева в Украине, чеченского добровольческого батальона.
Souleymanov a dit qu'il avait fait une petite blague concernant sa visite avec Nasrad à l'UNESCO de France. C'était ce mercredi. Il avait fait une blague en disant que suite à leur visite, la Russie avait été retirée de l'UNESCO. Et là, il vient de recevoir une information comme quoi cela s'est avéré vrai. En fait, la Russie a réellement été retirée de l'UNESCO. Приветствую всех участников первого международного съезда диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. На данном мероприятии я представляю батальон имени Шейха Будаева. Мы видим, как война в Украине меняет привычные нам реалии. Мы осознаем за этим глобальным процессом последуют большие изменения. Так, сейчас лучше слышно, да? Сейчас слышно. Так, наш народ сегодня пробужден в самой Чечне и за рубежом. Мы осознаем последствия этих событий и ожидаем перемен в лучшую сторону. Мы ценим борьбу Украины, и мы сами сегодня делаем все, что в наших силах на полях боевых действий. Фронт политики также активно трудится, и, соответственно, информационный фронт тоже не отстает. Желаю украинскому и чеченскому народу скорейшей победы против империи зла. Мы обязательно победим эту страну-террориста. Благодарю всех наших украинских друзей, неравнодушных к чеченской проблеме. Наш народ также солидарен с украинским народом и сочувствует вам. Слава нашим народам! Надеюсь, этот цвет станет импульсом в нашей борьбе за свободу и независимость чеченского народа и всего Кавказа. Так, если у меня есть время, я бы хотел чеченцам. Есть ли? Перевод? Нас кажется, Виктор, этот микрофон Ногтя, батальон, نقطة قام عضلها يخلوا نقطة قام ده كل بطلون يخلوا إنت ذات هاي بوليتيكي شاشة في بوشارات عم يغديناتها يكيشنا خاو ريلو تحكيتات تبيتش تا خلوا هذا أخي نقطة توا من بطلون يا تا إنسترومنت بوليتيكي يا إيش تابو ناخذ أتاك على سون بطلون يا خا إنسترومنت بوليتيكي يا تسويش تعيدوا بارمي تعطيش تاق بس ما تعبراني بشكل تنوتيات شيء عديد ديك خبري بطلون النظام هو إجرام شو خاش وريا شو يبصوا تين بارم وربا يشدوتو أقوى نقطة بتشعب بارم تي مخلوق وربا تي خاجن كمان دير وصل عيسى داليت أول دقيقة جودا دعات دوخ هم دعات سميجر دعات ريش ديت يش يات ديتو دعات ويأول أوفتي حلو يعطون آدم اسمه مسألة ويشلو كمان ديرو تو بعض الديش تو تتواتش على أحتلا أحد كده يعني ديلين تو ما تختار نتاقي تاع مينستيرستو أبرهم تودا سودا ولي تاع هم ستركتوريروت نتاع تين سنتراليزاسيون ريتش تعبوا بوليتيك شكو شاش تيدا دوبوش السنتراليزاتي يلور يلشات كونت أخي كمان دير خواتوم غير تا كمان دير والفوت تا كمان دير بيزيدو تا قيو توبن شكا على تير شوي بس خلال خوي شادك يتعطو
То есть цандиах инструмент политики я могу шейха моей войну тому для собственной значимости таген план что чехак низ игнорировать дешевый багончик там лилу вот так да мелочь минут я такой еще вообще тебя как бы шкули вежливый да ла поэтому бах это да бот поэтому ты хабеш уж закаешь бой уж уж бой вообще кстати там не еще вариация аж вот цанзи я закаем его на Абдул Хаким вообще босу босу 근데 뭐 무엇도 하게도 그래서 그냥 오히려 왜 뭐야 이자 왜 와шу 야 kita abon kita батальон нукцина правильно и сейчас школе ела сюнах даже инструмент политики я целый сейчас школе это хе аддит битвиш суна юка беш целый абеш сочта гордо уже да да укта адваш российского представителя комитета. Ну, в общем, да, что основной это чувство, это батальон, инструмент политики, цель, политики, юг, это речь максимально, да. Тем более, аташу, за юг, это политика, речь, где цель позиции обозначить, цель, видишь, не что. Да. Солдат, да. Тачим регуал не сумеет, а солдат разные аджакские, ниже аджаксу, бях молитва. Ну, да, это в общем,这个авиаж был вежливый, просто вы сейчас такие цапу, вы халят был нет, вы это основной цель, вы это разных, всего лишь инструмент достижения основной цели батальона. Туда включи шейх Мансур, включи Аздаву Луша, сай батальон, це Яхмед, че шейх Мансур, он что это смотрит, что из-за вожат объектов, такие вежливые. Основным, ключевым вопросом, цалик за разногласия, знаю, юка, и да и вождь, да и шейн, юка, бart, дух, дух мел дюйцат, бart, галбала, гер, из-за дейцат, еще бадык дейч. Тата, по мелочам, там, да, лей, ищет по мелочам, йоцу, цалик за бart, больше, галда, гумадать. Еще кетом юшка, низко кетом юшка, массери да, соучастие, кетом тип, зеленый хабар что ли, шпитный хабар что ли. Анзай. Что малышом дой был, весь дек, когда ты дой. То он был, что дела, да, так сбил бах, что мы сумели, то он тачем был, что худ, дела, алхамдулилlah, да, бах. Кечтин, да, как куда, статься я, не ларти, он не что. Он был, не стреляет, نقاصن زين دقيقة تعطي واجد تتوه زين شون في هذا بقوية هذا تتوه دوس هوجع قدير دوس أصلا ليرس برتاح Да. Поправить. Поправить ЮНЕСКО галок. Что это будет? Что было? Комитет. Нам французские друзья тут немножко нас подкорректировали информацией, что из ЮНЕСКО исключена не сама страна, как Россия, а гражданин России, который возглавлял один из комитетов в этой международной организации. Но это так детально. Следующий у нас выступит Шмаги Гамсахурди. Да, Тихо Oui, du coup, on a fait une petite correction.
И мы хотим поблагодарить представителя батальона имени Джахара Дудаева, Давида Асхалона. Я бы хотел еще пару слов добавить. Мы как выступить, Шмаги, дадим тебе возможность. Или ты сейчас прямо хочешь, да? Там сейчас пару слов. Все хорошо, так, тогда заключаю речь. Шмаги, тогда извиняемся еще. батальона عليك عشان أيضا سلوبه وناخدها أوبن يسناتشو نقولون اللي بقاعد أرويت أبيز صح وين تريم وصلوا بينزي وين نقطة عاطفة ويتعيد الخير تحهم تعيش يالله تمام شاش بيتوش بي شاش بيتوش إيش وش ناخذ تعلم تعمل كيك يعني دقع ياكل البطل إن شاء الله أحيي كل شيء نتعني كيك اللي باش أشغل وقوة وشعلا دقايات وقولي وشعلا Quant à l'information concernant l'UNESCO, il y a eu une petite erreur, donc ce n'est pas la Russie qui a quitté l'UNESCO, mais un ambassadeur. Alors oui, voilà, il y a un article. La Russie, en mettant fin mardi aux fonctions de son ambassadeur à l'UNESCO, oui, voilà, c'est juste un ambassadeur qui a démissionné. Ce n'est pas du tout la Russie qui est sortie de l'UNESCO. C'était une petite correction de ce qui a été dit. Салам алейкум, Камарлюба. Большая честь находиться здесь. Спасибо организаторам. Спасибо лично Сайхану и Джамбулату, что пригласили. Я приехал из Тбилиси вчера в Париж. И знаете, вот увидев с вами, поговорив с Джамбулатом и Сайханом, и с другими, с которыми я познакомился, я увидел такую искру в глазах, надежды и новую возможность, да, которая открывается на фоне войны в Украине. Но вот я хотел сегодня поговорить по поводу народной дипломатии и социальной медиа как инструмент противодействия российской пропаганде на Кавказе. Знаете, вот есть одна большая проблема за последних 35 лет. Вот здесь в основном старшие люди сидят. Вы прекрасно знаете, что мы, представители Кавказа, между собой у нас отличные отношения, хорошие отношения, исторические и так далее. Но за последние 30 лет выросло новое поколение, разделенное. Вот, например, для молодого человека, находясь в Тбилиси, для него ближе Варшава, Париж, Лондон, чем Грозный, Чечня, Дагестан, которые находятся рядом. Представьте себе, вот за последние 30 лет, из-за того, что Российская Федерация, Северно-Кавказские республики находятся в Российской Федерации, у Грузии немножко другая политика, в другое направление, из-за этого получилось так, что мы разделились, и выросло новое поколение, которое не знает, что мы живем друг с другом рядом, не знакомы друг с другом. Одно дело, когда, например, открываются новые окна возможностей, когда мы надеемся, что вот в Украине то, что происходит, это все перейдет на Кавказ, и Кавказ будет свободным. Но когда это произойдет, готовы ли мы, новое поколение, общаться между собой? Они же не знакомы сегодня. Именно поэтому мы сегодня работаем по направлению народной дипломатии через социальные сети. Мы стараемся выстроить отношения между нашими народами, проводим разные культурные мероприятия и таким образом знакомимся между собой. Таким образом, в Тбилиси, например, открывается, вот недавно, сейчас выступал, например, подключались с Киева, Касекей, да, я уже с ним познакомился в этом году, черкес. Приехал еще один черкес Адигей, наш друг Айдамир, который тоже в Тбилиси, в черкесском центре, и старается верить во все, что происходит в Украине, и присоединяется к нашему общему движению, да, вот нашей общей искре. А почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что вот мы сегодня не случайно, да, со всеми общаемся, знакомимся и выстраиваем новую сеть и смотрим на будущее. Одно дело, когда есть международная поддержка, но другое дело, что мы будем делать параллельно. И поэтому для меня, например, самое важное то, что мы будем делать параллельно с этими событиями, с международной поддержкой, которого не было, допустим, 30 лет назад, которая сейчас появляется.
И мы должны быть готовы к этим процессам. Мы должны все больше общаться между собой, все народы Кавказа, и решать все наши вопросы заранее, быть подготовленными и не дать возможность повториться то, что произошло 30 лет назад, когда у нас такая возможность была. Мы эту возможность упустили, к большому сожалению. Вот. Также хотел бы поговорить хочу рассказать одну историю. Вот, в отличие от молодого поколения грузин, которые мало знакомы с вопросами Кавказа, мой случай исключение, потому что я жил где-то около 10 лет, я жил в России и общался с кавказцами. У меня очень много знакомых чеченцев, и черкесов, и дагестанцев, и со всего Кавказа. Получилось так, что мой отец, наша семья мигрировала в Россию в 2001 году. И я был подростком, мне было 14 лет, и вот одна очень важная история, которая привлекло мое внимание, почему я вернулся на родину, в Грузию, и почему я верю в наше единство и свободный Кавказ. Мы с мамой возвращались с магазина, и у подъезда наткнулись на молодую пару, русские среднего возраста. И был такой случай, что этот мужчина был немножко подвыпивший. 2001 год, я подросток. И он смотрит на нас и говорит: как вы, чеченцы, режете голову нашим русским мальчишкам, ребятам. Я только недавно приехал из Кутаиси, из Грузии, подросток в 8 классе, вообще не знаю, что происходит. И мне говорят, что я, оказывается, чеченец, и, оказывается, я кому-то мои соотечественники голову и так далее. Но одно важное, я понял, что я этим вопросом заинтересован. Я первый раз ощутил на себе вот это вот отношение, такое национальное, да, на национальной почве. И я после этого перед моими глазами, как подростка, мы видели Вторую чеченскую войну. Весь этот ужас, на самом деле, который происходил в 21 веке, да, в начале 21 века, на который, к сожалению, мир закрыл глаза тогда. И с каким бесчеловечием, да, с каким отношением истреблялся маленький народ, который гордо сражался. И можно в цифрах, там разные цифры называются, но мы знаем, что практически треть населения Чечни, из них там 45 тысяч, таким грубым цифрам, да, детей погибло. И очень много были вынуждены покинуть свой дом, свою родину. Параллельно с этим мы видели в 2000-х годах, что была депортация грузин, была война в Цхинвале, и вот сейчас мы видим, что происходит в Украине. Я хотел бы сказать, что в связи с этим вот, интерес к Кавказу и нашему единству в Грузии, он был на, как сказать, он падал в течение последних 10-20 лет, потому что в основном все переориентировались на Европу, на Запад. И вот, например, в Тбилиси можете приехать, пообщаться, посмотреть, и в основном присутствие всех разных интересов, она доминирует над таким важным вопросом, что мы в первую очередь это кавказское государство, в первую очередь мы должны выстраивать отношения между нашими соседями. Я так считаю, что нашими северными соседями является не Россия, нашим северным соседом является независимая Ичкерия, Дагестан, независимые черкесы, черкесские народы, которые, надеюсь, объединятся и признают геноцид черкесского народа. И я очень горд тому, что первая страна, которая признала геноцид черкесского народа, это именно Грузия. И вот таким образом должны выстраиваться солидарность между нами. И нашими северными соседями будет не, я не знаю, вашими, наверное, они будут, но нашими северными соседями будут независимая Ичкерия, Дагестан и кавказские народы. Вот, я хотел бы немножко рассказать про нашу деятельность. В прошлом году приехал абхазский блогер в Тбилиси. И вот мы создали совместную организацию про дружбу, про народную дипломатию между нашими народами. И, знаете, вот это вызвало очень большую реакцию со стороны России. И мы почувствовали, что в этом плохого, если абхазец, если вот я, например, в Тбилиси, да, грузин, если другие народы, вот если, например, здесь мы находимся между собой, мы же ничего плохого не делаем. Но оказывается, что когда мы находим общий язык, когда мы дружим, и когда мы вместе находимся, оказывается, что мы больше всего вредим их намерениям.
которые, да, их намерены. Поэтому для нас, я считаю, что самый главный наш козырь, самое главное наше направление, когда мы друг друга ценим нашу культуру, ценим нашу дружбу и выстраивая вот эти наши исторические хорошие отношения, лучшие отношения. Таким образом, мы больше всего вредим планам империи, у которого самое большое направление – это вот как раз таки разделить, дезинформации, вражда между народами Кавказа. Это ему удалось сделать, ему удалось очень грамотно это сделать. И я считаю, что если мы не будем в первую очередь уважать нас, уважать нашу культуру и нашу дружбу, нас никто не будет уважать в мире. Поэтому, когда мы надеемся на международную поддержку, в первую очередь мы должны думать, что мы будем делать параллельно. Спасибо большое. Shmagi Samkharadze, il parle des peuples caucasiens unis. Ce qu'il a pu remarquer, c'est que ces 30 dernières années, les jeunes issus du Caucase sont de plus en plus divisés, c'est-à-dire qu'avant, d'après ce que lui a connu, les Caucasiens à l'époque étaient très unis, tous les peuples caucasiens étaient très unis entre eux, ce qui n'est pas du tout le cas de cette nouvelle génération. Et donc aujourd'hui, ils travaillent sur les réseaux sociaux pour expliquer tout cela aux jeunes, pour les unir aussi, pour qu'ils puissent se rencontrer, avec d'autres jeunes issus de d'autres peuples caucasiens. Il a parlé de leur organisation qui a été créée sur l'amitié entre les peuples caucasiens, et ils ont pu voir que cela ne plaisait pas du tout à la Russie, car cette organisation nuisait à leurs intentions, car la Russie veut voir les Caucasiens très divisés. Ensuite, il a notamment parlé du fait que le soutien international c'est bien, mais il faut aussi être unis de notre côté et surtout décider ce que l'on fera par la suite. Et surtout parce que là il s'agit d'une chance qu'on ne peut pas laisser passer, car nous avons déjà laissé passer notre chance il y a 30 ans. Шмаги, мы благодарим вас за участие на нашем съезде, первом международном съезде Объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия. Ваше участие для нас также значимо, как и участие наших украинских друзей. И мы надеемся, что мы знаем, что в последнее время эти три страны, Украина, Грузия и Чеченская Республика Ичкерия, которые подверглись атаке со стороны Российской Федерации. И даже этот факт сам по себе нас сближает. А связи между грузинским народом и чеченским, мы знаем, они очень глубокие, и они восходят к генетическому родству, мы это знаем. Спорит в науке, что является ли генетическое родство, нет, но я из тех, кто согласен с тем, что у нас все-таки есть генетическое родство. Но это не столь важно, важно родство культур, родство душ. Мы видим, что между сегодня грузины христиане, православные и чеченцы мусульмане, но, наверное, мы найдем каким-то культурно-бытовым аспектом больше общего, чем с другими. Это есть такое региональное единство. И в связи с этим я хотел бы напомнить, что есть такое понятие, как кавказская цивилизация. Мы народы одной кавказской цивилизации. У нас сходные традиции. Когда я оказался в начале второй волны в Тбилиси, меня оперировали замечательные грузинские врачи. Я видел, с каким радушием они нас встречали. Нас было тогда достаточно много в Тбилиси. И это было не просто выполнение своего профессионального долга, а именно братское отношение к нашему народу. У нас между нами только Кавказский хребет. И ты правильно отметил, что нету ни Южного, ни Северного Кавказа, есть единый Кавказ. И этот хребет нас не разъединяет, а объединяет. И мы надеемся, что скоро мы, как ты отметил в своей речи, что мы действительно достигнем наших поставленных целей. Я вижу, что ты хочешь дополнить, да, я тебе передам. Это нельзя было упустить. Вы слышали про Панкиси, который находится в Грузии. И вот я первый раз в этом году, 6 сентября, День независимости Ичкерии, поехал туда и познакомился с детьми Марка Тихосташвили.
и его перехоронили. И я считаю, что один из лучших примеров Мартин Степашвили — это человек, который познакомил Джохара и Зияна, которые мечтали об едином Кавказе. И я хочу сказать, что именно вот для меня он является символом дружбы и отличных отношений между грузинским и чеченским народом. И вот нашим мостом, наши сограждане там вместе живут. И я хотел бы, Сайхан об этом часто рассказывает, говорит, и они потихоньку начинают участвовать в внутренней жизни Грузии. Хотел бы, чтобы они были посмелее и поняли, что это их страна, их родина, тоже они граждане нашей страны. И тогда и были, так сказать, мостом между Грузией и независимой республикой Ичкерия. Спасибо. Спасибо еще раз Шмаге, что напомнили про вот этот замечательный пример нашей дружбы между нашими двумя президентами. Я лично и вот наши товарищи Мамод Бибулатов и другие знали Мартина Степашвили, замечательный человек. Он, кстати, был участником Ассамблеи чеченцев Европы, которую мы создали 3 года назад в Европе. К сожалению, он рано от нас ушел. И вот тот факт, который я отметил, что когда мы дружим между собой, это не нравится имперская политика России. Это первый, самый важный, может, месседж, который вы должны запомнить из вашего широкого, объемного и очень интересного сообщения, что вот это мы должны знать, что наша дружба – это тот аспект, который позволит нам как можно скорее выгнать с кавказской территории Российскую империю и стать независимыми. И мы знаем, что в истории мы жили, и никогда не было у нас межнациональных конфликтов. Кавказ издревле называют горой языков, горой народов, но никогда мы не вели межнациональные войны на Кавказе. Эти войны только были спровоцированы внешними силами. И мы надеемся, что мы скоро вернемся к нашей общей кавказской цивилизации, которая будет жить и процветать мирно. Спасибо. Я передам тогда Сайхану. И, уважаемые гости и докладчики, сегодня остался последний момент нашей официальной встречи. Мы передаем слово Артему Хачатуряну, и у него доклад на тему Нохчи-Гула, чеченское собрание. Пожалуйста, Артем. Что примечательно, Артем у нас, он армянин по национальности, но он уважительно относится к чеченскому народу, он наш друг, он выучил чеченский язык, и что примечательно, Артем будет выступать на чеченском языке и говорить о том, каким должно быть чеченский гулум, это как чеченское собрание, так в переводе. Он нам передавал заранее схему, мы не успели его как бы загрузить, но я сейчас постараюсь сделать это слово. Пока я симпровизирую. Да, или ты можешь, мы просто приносим извинения, но я сейчас постараюсь, пока ты говоришь, чтобы загрузился он, и это было видно на экране визуально. Сможет, да? Ассаламу алейкум, масарна. Делаю встречу у Гулами Дакарда. Санкция Хачатурян Сартьеву. Аз Роттердам, Нидерланды, Хвершу. Со Нохчин Мат Хвистхербу. Аз Нохчин Мот Амабо. Сон Дицелера Дахана Гуламе. Чоу мехал йолу гуматье, гумадезна. Уратала сон чоу мехал йолу хилмик угрик гума эту. Ама халха сон сабилгал дакардан дес ля сан камелех сан хетак сан гарбен китха гумадец цундела. Негах само сец рез вацах, яцах, бек мабираш.
Так и тема, и гумасун дицеля, и чо йока махуш мандара, чо йок проблем ю из новчлах Кастина Левина ку Европех бехчу новчлах и Барцахила. И чо махуш мазу мандара. И чо йок наукрлы есть презентация. И уших Барцахила новчество кузов в Европе. Завтра у нас будет проблемию массово. Кембака, процесс листа, единственное, чтобы связываться с нашими участниками. Масса. Я не могу сейчас открыть. Кастина, кес наханаться хаттерова, от милу комон кюгелхо. Ишт мил комон кюгелин уших тохар. Уж маду кузах Европе хиц дука ушах тохар шмагу. Цхадекаца иш политикаца дöznабу, цха синбахаман акцишка, цха ки алашонашца алашонашьёлу ушах тохаш. Ама милху кюгел бюренче ушах тохар. Милу комон кюзелхо. И хаттере дюзина барамех жоп цахилоро мадеря чо ноукерлио нохчин команда. И хунда и хулу хунда элчи дука наханама нету кюгелхо уцш киамбака кида камда кио мегаргаз. Amma iść idu jadacy. Iść idu jadacy. Санкт-Петербург кам цанатоходка мадар массарнама кетшмаду кам цанатоха дезешту. Amma мух мегарду кам цанатоха. Бакду кюгелхо билгулвака вес я китора таранаш хилме. Кастина ку холях, ку хенах, уэй алма джок алма бу. Кастина таханлерчу деночка. И холях бакду и кюгелхо билгулвака вес. Сон цха идея, цха офер ду сон. Санкт-Петербург, китар таранашмаю и тараних цха комон ойла эрсин мартах идея гонах канцхана тоха мегарду. Ка комон ойла гунью, комон ойланан бух гунбу и массит гуманаш маду и гуманаш масса ан новчаш новчитьех тиэцна маду уж дик уж мабу и гуманаш ишт ушах дёзна мабу. Алхарнига и бусултин и бохургду даха бусулба низамашца доуш. И хилмек укгере халхарник укгере кёртаник мабу. Amma ița aș, ești nocin cam busul umman țadacă mă du, amma dudin yukurciu dukciu busul camnașca șain kepara taipana lahar mă du, amma kastina levina nocina kihumanaș șain levina adaci lamastăș mă du. И шолзаника нокчин адач ламасташа, и гунду, и куанахалла, и ях, и хиллак, эзденгалла, турпайхойн майрала, дönала, дюниneха геракбелла чох Дельзина и Майрала Ждёнала, ишт
dozalla. Noqchin lamastih, noqchin adatih dozalla. Kolganiga и халханига, шолганига дöznamadu и noqchin историю, noqchin simбахамю, noqchin пяхавadu. Ka ist Jolganik и Kiyohuchu Техинашка и Ламасташ и Адаташ Канкарадала. Эрсин матах преемственность поколений. Даема санна новчин колмахма. Каной кегинах нахана кегерхошка даема санна яхабора амабора и новчин адач новчин ламасташ. И Хилмек, и Бухтьех, Common Oil идея Анатоха, Common Oil идея Колла Мегарду. Так, сум охар хунду, ас хунду, сам предложение хунду. Мегарду Common Кеташо Колла. И Common Кеташо и Хилмек Каной Кеташо Санна Херду. И Common Кеташонях Оржор бу ларам болуна. И Хилмек тайбай на пачхалкашкара, ишти Каной на Хилмек Кеги на Хилмек ишт дакин и ама и ларам болу масса ног пиецна цен авторитет йолу нахан Оржор. Кастина и Кеташонях цха акюлхо хирвац ур атталы юханц. Масса сацамаш каш тасарца терецунку. Так как Хилмек лидер хирву, лидер пилгалвака мегарду далмокалаха, иншаллах. Ама юханца цха акюлхо хирвац, ама Кеташо хирву. И Кеташонан алашо Кирю и Алашо Кирю и Common Ойланан, Common идея, Ногчишлах, Ногчис Ам Юг Иццаяйта, Яршор Амита. Така Далмукалаха и идея Гонах, и Кеташо Гонах, и Common Гонах, Соунах, Санатупурпу, така и Мегарду Далмукалаха Кембак. Ist san kamel, del at de beul, del deggewerkt jeugd, del siep doel nog tjen komena. Duchurdaats, deulchurdaats, tietstierdaats, tutoradaats, tita danja metikjaats, inshallah, Dalmukalacha Shulur. Артем, огромная благодарность тебе, Шмаги, Самхарадзе. Вы просто приукрасили наш съезд вашим участием, вашим присутствием. И что примечательно, что концепция будущего политического устройства Чечни, она совпала как от нашей организации, как от нашего корифея, да, чеченской независимости Махмуда Бибулатова, также и от друга нашего народа, армянина Артема Хачатуряна. И что еще хочу отметить, что сегодня здесь, в Европе, у нас вырастает чеченское поколение, которое плохо владеет своим чеченским языком. Вот смотрите, наш чеченский язык, он на самом деле сложный, с фонетической точки зрения, с точки зрения грамматики. Но при желании его можно выучить, если даже может его выучить армянин, то стыдно чеченцу не знать свой родной язык. Это к нам, как бы, пускай будет нам на заметку, чтобы подрастающее поколение бережно относилось к своему языку. Спасибо вам. Artyom Khachaturian est un Arménien qui a appris à parler tchétchène et donc qui aujourd'hui s'est exprimé entièrement en tchétchène. Donc félicitations à lui. Suleymanov a ajouté que, Monsieur Suleymanov a ajouté que malheureusement de nos jours les jeunes, donc la nouvelle génération tchétchène, ne maîtrisent pas toujours la langue tchétchène qui est une langue difficile, on le reconnaît. Mais si une personne d'origine arménienne a pu apprendre cette langue, il n'y a aucune excuse pour les Tchétchènes.
Donc, Altion Khachaturian a dit qu'il y a en ce moment un grand problème dans la diaspora tchétchène, et le problème, ce sont les discordes. Et pour résoudre ce problème, il faudrait que, bien évidemment, le peuple tchétchène soit uni, mais surtout en choisissant un représentant. Donc, ils vont ensuite pouvoir s'unir autour d'une idée. Il a aussi dit que parmi les autres pays musulmans, la Tchétchénie se distingue surtout par leurs belles traditions, donc comme le courage et la pudeur. Сейчас выступит последний перед перерывом Казбек Айтукаев. После этого мы уже идем на перерыв, чай, кофе. А после этого у нас будет 1,5 часа свободного выступления участников и вопросов к докладчикам. Казбек, пожалуйста. Я хотел бы попросить наших участников и делегатов сесть. Я понимаю, что вы все устали. Сейчас у нас последний выступающий. Не расходитесь, мы отдохнем немножко, полчаса попьем чай, и потом мы просто ждем ваших вопросов. Наверное, у вас возникли вопросы в ходе наших выступлений, и мы будем ждать ваших вопросов и постараемся ответить. Là, c'est la dernière personne qui va prendre la parole aujourd'hui. Ensuite, on fera une petite pause. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Донести концепцию Бейбула Цахели частично Кайчу Хахи Гара имела более обширно изложить Аятаса. К чему бы сегодня мы не пришли, хотел бы обратиться к вам с просьбой выслушать концепцию по организации гражданского общества, хотя бы с сознательной части ее. На протяжении многих лет мы пытаемся привлечь внимание известных людей, идейно определившихся к этому проекту, который я вам озвучиваю. Только не являюсь автором его. На сегодняшний день положение народа нашего очень плачевное. Если мы раньше относились как родня друг к другу, даже с первым встречным, то теперь и родня чаще относятся друг к другу как нетрезвые пастухи из Дикого Запада, со злом и нетерпением. Причина нам понятна. Народ наш находится под колоссальным психологическим давлением, нас усердно оскверняют и сводят с ума. Да, мы на глазах деградируем ментально, что очень больно наблюдать. Наша идея заключается в создании платформы не для политических дрязг между собой, а для развития диаспоры нашей, для молодых образованных людей, чьи головы кипят полезными и необходимыми идеями для нашего общества. Но они сторонятся всех политических организаций, конфликтующих между собой, как и полагается. Мы учитываем, что нам будут мешать как минимум банально провоцировать и клеветать на нас. Мы сталкиваемся с этим постоянно, и потому в нашем лице нам нужен контролирующий орган, который будет выявлять и давать оценку любым недочетам и вредительствующим общему делу. Мы представляем нашу платформу в виде Ассамблеи чеченцев мира, либо как Центр чеченской диаспоры мира. На сегодняшний день наш народ один из самых ущемленных в мире, в отношении которого совершены насквозь жестокие преступления с участием международных организационных преступных сообществ. Наш народ занимает первое место по онкобольным, по смертности от онкологии. У нас беда с зависимыми от фармацевтических психотропных веществ. По тем же причинам у нас самая высокая рождаемость физическими умственными отклонениями. Мы юридически самый незащищенный народ. Любой чиновник или кинокомпания позволяет себе оскорблять наш народ, обобщая всех с преступниками. Десятки тысяч удерживаемых в заточении по сфабрикованным делам и самая большая смертность среди заключенных, не менее пропавших без вести. Мы намереваемся создать отделы по всем направлениям, привлекать к этой работе уже практикующиеся организации. Для реализации этого проекта нам необходимы участники всех неравнодушных. Участие всех неравнодушных. Поиска среди порядочных людей, представителей организаций во всех странах мира, где есть диаспоры наши.
Нам необходимо поручители и попечители, контролирующие работу Ассамблеи и Общий национальный фонд защиты и развития чеченского народа. Первое, что мы намереваемся сделать, это заключить договор с юридической конторой, практикующей свои дела в международных правовых организациях, и добиваться от мирового сообщества морального права защищаться и бороться за свободу и справедливость всеми доступными способами. Представители со всех уголков мира, заверенные в письмах и документах, нам также необходимо для сотрудничества с международными организациями и фондами развития во всех нам необходимых направлениях. На сегодняшний день у нас нет ни одного культурного центра, нет единого информационного центра, нет кинематографа, очень необходимого сегодня, так как через искусство и СМИ мы формируем мысли, программы и образ мышления, воздействуем на самопознание человека. Нашим молодым людям необходима помощь в получении высшего образования, трудоустройстве. По всему миру рассеянных представителей народа нашего нуждаются в социальной и правовой защите. И все эти проблемы решаемы, если проявить желание и небольшие усилия. От вас требуется помощь в привлечении к проекту компетентных, то есть неравнодушных людей. Мы же, в свою очередь, обязуемся организовать всю необходимую работу над сайтом, документами, письмами и переводами на все необходимые языки, составление проектов, сметы, поиска финансов и профессионалов, компетентных во всех нам необходимых направлениях. Мы гарантируем полную прозрачность всех поступаемых средств и реализованных с текущим счетчиком на сайте. На пояснение всех деталей проекта займет много времени, поэтому со всеми деталями мы вас ознакомим на нашем сайте, презентации которой идет подготовка. В ближайшее время, где вы сможете задать конкретные вопросы и получить всю необходимую информацию. Проблема реализации проекта не в отсутствии компетентных людей, работавших в этой сфере. Проблема безразличия и отсутствия поддержки таковых образований. Поэтому подобные организации прекращают свое существование, полностью истощившись. И еще раз повторю, мое обращение к вам с просьбой помочь в поиске порядочных людей, неравнодушных к нашему народу своему, готовых на месте представлять наш фонд и ассамблею. В свою очередь мы даже гарантируем их конфиденциальность, то есть регистрировать мы будем их под псевдонимами, учитывая наше незавидное положение и безопасность. Не буду больше занимать вашего времени. Спасибо за внимание. Сейчас, если я вижу, что устали, но если у вас все-таки есть силы, наверное, было бы лучше сразу задать вопросы из зала, если есть. И потом мы можем... Хорошо, тогда сейчас мы идем на перерыв, и после перерыва будем ждать ваших вопросов. Так, я все. Да, помолиться, чай, кофе, все в соседнем зале. Всей жизни голосовали за Азербайджан. В 96-м году в Аве первый и последний голос Дайла. В 7-м, точнее, да. Я много таких слышал. Залазят по молодцам. Свободный Масхадов наш президент. Масхадов знает, что народ желает. Масхадов знает, что народ желает. Ты аясы, говорит. Говорит, им борщи. Борщи, верю. Ama лица виждам, Aslan, лица, здесь.
هالس سمحة شارك معه. Да, да. Но сегодня люди просто избегали. Мы сейчас будем делать сессию, там людей достаточно, у нас 160 участников. Анзор, сделай сейчас несколько фото, разбросано на камере. Видите, ударишь. Да, да. Хорошо, да, все, конечно, конечно, да. У меня сейчас уже батарея садится, да, мы созвонимся. Мы сейчас сделаем. Все хорошо. Петёк, красавчик. Как же? Фотосессия, я лучше, на возможность решил. Вы очень санят благодарны. Да, حاولوا شيء эффективно. حاجة он дал там был. Садим можно на фоне. Да, да, да. حياة يخبر أفراد ليش على سبيش نجواز تيشيك ما دي أمي بس اللي مودي Это кто стоит? Давай, раз, два. А Берлинский не посмеет? Берлинский стоит рядом.
وين عمر شلون استعدينا له؟ жаль, что ты сегодня не смог. В следующий раз. Да. Вместе будем фотографировать? Что это такое? Так, у кого там вспышка? Казбек. Феникс, можешь там? Качественно фотографировать. Это журналист, он тоже хотел. Юсуф Петров. Лилиана. Вы уже привыкли. Вот они доктор. Я наблюдаю за вашим. Вот его. Excuse-moi. Феликс, можно одно фото для нас персонально? Это не для общего, это для нас персонально. Да, это фото только для нас. Je suis en retard. Tu es en retard, mais il a fait la photo avec ton père. Имя забыл.
Спасибо. Вадим, там труха дачу, там важный дом. Сейчас я спрошу. Алейкум салам. А вы что, нет? Нет, Париж. C'est vrai. Hassan, Пытайся по-інакше прийти. Тетрадка там, записать. Ну да. Перерыв закончится? После перерыва, да, еще будут вопросы-ответы. Перерыв поскольку? Чтобы мы не показывали лица людей, вот тут в уголке пока У ставим. вас есть время, да, пока вы есть перерыв, можете 15, даже 20. Да, пожалуйста. Да, вы хотите кого-то еще снять интервью? То, что люди будут ходить, нет, это абсолютно не не надо, но уже энергии сколько забирает. Да.
Не, завтра, сейчас это не хорошо. Правда меня. Давай, Волга. 10, 12. Я думаю, машина есть похожая. Понятно?
Да, собрали,
Азов, нормально. Вот. مغلبة وين تخي وصل من هو صابر دي أصلا هو Era, mudou o Gustavo. Fazer. Sağ aynı uyu. Hadi. Muhammed ismi çal. Я понимаю, да. Буду дать это специально. Буду фига. А вот он.
انت بتيجي تعبان بقى في الجيم او كوسر Безопасность, естественно. انظر عائلة ها؟ في وقت Jedna chmieli vojnu qavda, işte. Так, стилош, там и севы. Нам с тобой было бы прикольно. А завтра лучше?
زادني غدا تعوي Сейчас мы заканчиваем. Здесь уже собираешься, да? Ну, вот это же долг все. В принципе, зал наш. Зал закрывать нельзя оставлять. Так, Фатим, тогда ночевайте, убирайте. Так, давайте микрофон. Да, гости, усаживаемся, все уже сейчас уже заключительная часть. Заходите, все усаживайтесь. Му, алхамдулилlah. Где? Здорово. Хавууч ашдук тогда. Олар ебо. Хавууч ашдук олар ебо. Сан хавууч кетер дөө иншалла. Да. Да, муна, иншалла. Мухесон, kan. İşte. Kan muhet. Kan muhet. İşte ecayip. Oceanuat. Elmayad. O electric English blogger. Kodador Kohn Abdulmalik. Başa takavdokun. Urstu bu ara. Hacısı. Drone şu hale. Oh. Sahin Abdulmalik, sobre Sahin çuval çekiliş yapıyor. Çuval. Her çuval. Hayır sen da bu olmuş.
Без звука. Так, давай, рассаживаемся, все, начинаем. Асан, а третий час надо точно? Так, телефон моей позавчера, кто-то потерял, посел трубку. А вот взял сейчас. Взял, да? Нашел? Да, человек взял. Вот который... Вообще, я больше до каста, что я кодируется на двочланном завязан. Я Так, все, давай начнем. Ассаламу алейкум. Добрый вечер еще раз. Сейчас мы проведем остаток времени, в принципе, вопросы и ответы. Если есть вопросы к докладчикам, пожалуйста, задавайте вопросы. Хатташ, вот у нас идет прямой эфир. Асан, مسؤولية عن تكوشيتي شايل تزيد كوشيت. Так, если у нас вот в прямом эфире есть вопросы, там могут писать. Нам, да. Должен кто-то контролировать, да? Так, Хасан, Хатташ, скажите, я пошел на Хатташ. Пойди, кистеон, шажантик. Да, сяхлю. Быстро. Так, вопросы из зала есть, снимать вас не будут, будет слышен ваш вопрос, у нас есть микрофон для зала. Было сегодня много выступающих, в общем, если есть вопросы, ждем. Также могут задать вопросы в прямом эфире. У нас есть у Анзора вот на YouTube канале идет у нас прямой эфир, у меня на канале.
Если есть какие-то вопросы, задавайте. Mikrofon annuleres. Hassan. Да, я там. У нас микрофон я отсоединил. У нас второй микрофон был. Там на шнуре, да? Не дотянет. Да, можешь эту шнуре сюда дать? Можно, если можно, да. Пойди вперед, радиацию. Так, можно задавать вопрос. Möchtest du eine Antwort? Leute, die ja fast recht ernst Федиш, что, он стоишь? Феликс, может, этот микрофон на дистанции не работает, нет? Вот когда мы передали сейчас, радио работает? Да. Что? Есть стула? Кстати, بس يصير دكتور جنبه комбат толкова поставил сахатор и батальон представитель говорит сон верно я позабыл шварц цуэлишь батальон политика их смешивать мои сон хатлер и сончи личное мнение или вот полностью батальоне мнение цухоза яйцнак шанс на цаум жоб лагар батальон Так, и Уркуча, батальон представитель Уркуча, хозяйство так. الباتلون ترى وصل حتى الخزي حول عجبت جماعة من الميكروفون حياة حوش عبان يوخا يلا تغزون جماعة Сахатор Мудахан Ахаферниц и политик Сани смешивать мои батальоны, шаш независимые, бороться, что и личное мнение или полностью батальон, швейцар мнение Ахуза озвучите на что Ахуза Баркалхом. Из-за батальон мнение, есть научена, ликнучена, туташ, напросто заинтересован. Политика, организирование, общие позиции. Микрофон сигарета, танк. Асия дальше один хаттер хога. Я на русском тогда выступлю. Хая, если телефон, Хасан, хая. Вот сейчас прозвучал резонный вопрос от зала, от нашей сестры, насчет того, что чеченские батальоны там не участвуют в политике, они самоотстранились от нее. Мы сегодня провели вот это наше собрание, не слышно, наше собрание здесь, вот этот съезд, собрал делегатов с разных европейских стран и вообще из других диаспор. И мы, мне сегодня трудно это озвучивать, все-таки я сказал бы, что нужно было, чтобы приняли участие и батальоны, приняли участие наши старые политики. Да, мы понимаем, что есть яблоко раздора, да, представительное, там, быть представителем власти, но те люди, которые свободны, так как раз мне названивает один из наших политиков. И проблема в том, что у меня вопрос, вот как раз звонит президент Чеченского Всемирного конгресса.
Дени Тепс. Его сегодня здесь нет. Конгресс, этот конгресс, он зарегистрирован во время Джохар Дудаева, то есть это еще в самом начале нашего государственного пути. И сегодня такие общественные организации должны были сказать свое слово. Сегодня здесь нет Саид Хасана Абу Муслимова. Этот человек был вице-президентом при Зелимхане Яндарбилове. Он автор документов хасавюртовских, то есть автор документов хасавюртовских договоренностей. Подписант его, да. И он был принципиален всегда. Его все знают как человека высокой морали и принципиального политика, который настаивал на том варианте документа, который фактически являлся признанием Чеченской Республики Ичкерия как независимого государства. Его сегодня здесь нет. Здесь нет Аптиби Султанова. Он был премьером при Аслане Масаду, да? И министр соцобеспечения, ну, возглавлял один время блок, по-моему. Да. Да, это очень высокие должности. Эти люди сегодня здесь, в Европе. Они понимают всю тупиковость того, что у нас сегодня сложилась ситуация с 2009 года, когда возникли три правительства изгнания. И мы знаем их мнение, но их сегодня здесь нет, они не высказываются. И также сегодня мнение наших батальонов, их руководителей важно, потому что эти люди, как раз сегодня мы говорили о меритократии, о власти достойных. Мы называем сегодня людей очень достойных в нашем обществе. И народ ждет сегодня вашего слова, но его не слышно. Он ждет вашего голоса, но его не слышно. Но сегодня у нас история не заканчивается. Можно сказать, мы сегодня открыли новую страницу истории, и мы все равно ждем с ваших уст вашей оценки. Мы будем ждать, как вы оцените. Нельзя сегодня оставаться в стороне. У нас сегодня есть очень представительные люди в Турции, в Украине, в европейских странах, в Штатах есть, в Канаде. Сегодня вы не имеете права молчать. Если до сих пор вы молчали, это молчание как-то можно было объяснить, сегодня ваше молчание, на мой взгляд, нельзя никак объяснить. Мы будем ждать вашего мнения, вашего участия. Сегодня пришла пора уже заявить о своей политической позиции. Сегодня никто не имеет права оставаться в стороне или же выжидать, как это все повернется. Мы сегодня должны стать единой силой, мы должны объединиться. И если мы этого не делаем, тогда уже молодое поколение, здесь представлено очень много молодых людей. Эти люди смотрят на вас с надеждой. Если ваш голос не будет услышан, однозначно сегодня вы уже сами закрываете вашу страницу истории, и молодое поколение откроет новую страницу истории Чеченской Республики Ичкерия. Вот что я могу заявить вам сегодня по поводу вопроса, который также прозвучал в зале. Анзор, есть что добавить? Это уже все сказал. Молчание имеется в виду молчание батальона? Нет, не только молчание батальона. И мы говорили, да, перед тем, как начать вот этот съезд, в преддверии этого съезда, в подготовке этого съезда, мы обошли всех наших представительных лиц. Мы объяснили, в принципе, мы имеем взаимопонимание, и мы имеем согласие в вопросах, которые нам видятся в будущем. Невозможно, чтобы во всех вопросах было взаимосогласие. Но в принципиальных вопросах у нас нет разногласий. Но то, что сегодня батальон хочет стоять в стороне от политики, хотя на самом деле именно они сделали политику в Украине, их участие, погибшая Амина Акуева, которая стала таким, я не знаю, локомотивом чеченской политики в Украине в те годы, которой сегодня нет с нами. Сегодня Муслим Чуперлоевский, он лидер мнения. Он тот человек, который уважает чеченское общество, Адам Асмаев и другие, они должны были сегодня стать участниками этого процесса. Мы также говорим, не будем называть имена, но очень много депутатов, очень много политиков другого ранга в Турции, чеченских, разных созывов. Мы сегодня ждем их, мы ждем их голоса. И самоотстраниться в этой ситуации не получится. Если сегодня самоотстраняется, это значит, что эти люди уже решили как-то оставить политику. Тогда, наверное, нужно будет честнее сказать, что мы далее не намерены быть участниками политического процесса,
и на них люди просто поймут и не станут с них требовать, чтобы их голос прозвучал. Но если он не звучит и еще неизвестно, если люди до сих пор с надеждой ждут, вот это неприемлемо. И поэтому я сегодня, можно сказать, выступаю обвинителем в адрес наших уважаемых людей, но это не обвинение, это голос, голос отчаяния. Почему вас сегодня не слышно? Почему у вас сегодня нет политики? Вы своим бездействием позволили случиться той ситуации, которую сегодня мы наблюдаем и которую мы стараемся преодолеть. Если бы ваше активное участие было бы в политике, а не самоотстранение, может быть, такой ситуации не сложилось бы. Вот таково мое мнение. Имеется в виду, не делать нас инструментом политики, это для собственной значимости. А так мы чувствуем и следим очень внимательно за любыми изменениями в политике. И очень переживаем тоже. В общем, не издолчуман, дикдолчуман, понавластиду, сагатяшду. То есть у нас есть... Политика полностью, есть было, бала, бочер, важный доты, аж да, политики, приоритеты, буяха, навластиду в любом случае. Так, все здесь там, берка, тадалами, соответственно. Это конкретный наш, элду церга, политический инструмент, магнитных батальонных. Объясню, что сун, ахар, гулме хайери, орган, сейчас айдол дуба верч, бацуш. Цанки берзо верч, да, тему, им лело, стахил чаме, то политики она постиду, тему, хала ваха дакуя, что батальон, шей киям чаво, та нажришка, та кезбен, то фина посталаду. В общем, албасана хушду, цадичи истории там. Сокетам та батальон цар хабугою кан маслан хош был нах букнец о векл шхаржа хажа векулунил гиза представительный орган юкой пачалкой ёлшу но айдовый хуштат свой халхи заявитин хумдуй ой заявитин позицию поз аля айдов тыца дезал так хабугою маслан шуна ош хумбугой поз амасла шой батальон цар ацюк векл вахтон aqda qosil baguli shu وباش بوش بلغ عبوك سقطنا أنا شو نجمع مكش позицию شو بنقول خوش لعدون سيو قعدة غيز دوشنا نو أشتاق لو تصلوت إيدو تون خالوش دون أشتاق له أشتاق بقدينا أشتاق له شة قتشنا مصل غدرتنا دون أشتاق له شة أقوى أنت عنقوشتو قطع أرينتيشيو شبنا أنا حلقة دون على هاشتاج ديك خدوتي أولي خيطة قكيلهم تسقط تسقع بس يتردوا وديسنا это не люди что да чак я целую на последний вопрос от себя однозначно не могу ответить, но в любом случае посоветоваться, ну, самонаю уже буду и сразу ماك شو ده كان تقدر شو تلقى هو شنجا خشام تأشير تنقول ده صار سونا مثلا ويش هو سهل هذا مسمعه مسمعه ويخش Да, мы сегодня поговорили о состоянии умонастроения относительно политики, современной политики чеченской, руководство батальона имени Джахара Дудаева в лице Адама Осмаева. Их представитель сегодня поговорит с Адамом, и завтра, наверное, мы получим от них исчерпывающий ответ. И также мы поняли, что батальон не против, если будет позитивный политический процесс, но они ждут каких-то изменений. Я правильно понял вашу позицию? Да, ждем с надеждой. Да, все, спасибо, тогда ясно. Ну, тот момент, который я обозначил насчет других политиков, есть вопрос? Налыш, например. يراعي وش نسلو سلوم يراعي ومحكع وش نبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد حساني أبكي سونا الله هولي ويز أخيس فنقول عبو جاري أخيس ونقول مش هولي ويز بشكلة تحت. ندلع اشتغال هيدين دانونا مسعى بوش للوطي مسعى جروب إيه وجماعة وجماعة إيش ويدون تعط بشو مكتبك. سندل جماعة سووا اسمه جروب اللي يشتغل جروب يركضونه مسقط يناخذ إذا هو شو المغا شو المغا ديوز كأوز سووا أولش مسقط
قایق شما دیدن ده ارجان بولات دونه مار باش ويردون Ассамблея сейчас. يعني بس ما شو خد بالين شينا شو دونا أتودونا ولا وإذا أنا قاعد بيس أنا أبدي وش يعني هم السودر دونون ده جدال عايز يكيد ينامه تقبل شو ده كده كزين عشان هو شو ده قميرش يو خوش كده يو ديزل خودون ثم ده لا اسمه هو إذا ده تديش إذا أبدي سيد عشان هو يسوي تربع عن هدول وأنا شاشة دونا تهم ده المسألة أو صان ده أقول لي دعوة شيء وصل طولا تقول بروت يا شيء شيء تونا حلا ده لا يعطي له ما ده لو تعاون ده تقعد شيء دونا يخلو دوش على الشريعة بس دوش على الشريعة هذه يزردو ده فوق تعاشي فوق يا دوت هذه يزردو قالوا هذا شيء يزردو يشتي يقع نه يزردو نزوي منها إذا بوه دونا شيء أست إذا عنده تيجي ثاني هم النبات أش ينتج بس أو هم يقطع يتبريز إذا هم نبات يروح في بوه اللي يلا يا خاب يا راعي خاص. إذا بوه دونا شيء ثاني يشتبه يحكي لهم دو التغيير تنتظر. يراعي هندال يصل هم ما أسيد عسان سجل هو بيقولوا سبب أن تجوز أبتي سيد عساني ومسير ومخنا سيدو شو نوشي قوم غلوا البيت بيت شمتو كوبو يدر وإذا ويقوم غلقا آر ويلا شيء ستفوش دال تجو أبتي وإيش لير مين تغش بيشتغل دقة بول مبادئ دونا إيش لير مين بولدير وين إيش هو يقع وين إيش يشتغل دقة بيحنا وين إيش أسبقش بقى يحيى أقشوات تصير دونا تصير يحيى أقشوات صدلاح خلطوك تان أدمي لدو يشتغل تصير دواش تخيش عجل مصنع تيلي مصنع دون تاعنا هر سنة حوالي ويستقلر تان بس خيتا سيداش تسوي وصل خيتا دونا بس بيل بيحك يحتى بس أم بيحك بيل أسر تسير تان خلدي يشتغل ويقع خوش دوت تير دون بس سير والله تان مش بيستقل حال تسير دا ضل حاله الحال قد يحتخل دام مبارك قوي مصنع يبرد ماشو عيت اللي ملي عليه مسيت شرع دون إنسان يلش يفعل نشيء شو عبدون ستين بو إني حستين بو برد ماشو شا ستين بعتز تون أعمل على ستين بو شاف دوور وات وحور وات على شين ديش أقول قولن بندق درزين دون أختار ستيجة هم دالجر قاعد ست إني دون طبعا هنت تقول مي هنت دو أول أول هو جاهين بول دون برد باش بوت يا بوش تقولنا بوت يا عيش دون تانا ليز مباتي وما هاي وبيج بول ميرش بول أول ميرش بول نقطة بوليتيك شكون هو ليز باتيجا وبات سوق بول بات هذا حاصل وهو تانا يا أحمد وليلز أعياد وليلز يحتمل خوش أشعاد دبونا خليش الشيء أثبت والبيت يا حق وشين ناخ باك لا الشيء عيد دبونا تجعل لا أردوس برد بيش الشيء فتوى بدي تعكوا يوم بيحكم فرسان تعميدني نيت يعني ميوم بدي تويت بس أهو كان دون خور دتاع وستسم خلك كربو تاع أهو يلا هل أهو يو ريشنا مسا برد بيش عشان برد يو ريشنا خد يقوز عيدو دو إلا دات نو بس برد يو ريو إيش بور شيء برد شيء أهو دع يعني شيء عيدو دو بور دع يعني سرعة يحوصل دو ولا قول دو ولا مال برد بيش كيتش بو بعد سدونا ينسى تونجينهم دات سدون يلا ده ستي سر بعد إحنا دات أما أصلا ستي سر ليش بعد بقوا يوسف دق وزا دق ديك شرشة نعيو جناحة ينصح على دولي ديك شرشة دق ونشيور إنتو نعدونا أم تسأل ما بعد وبيوج بيش تسألني شارك دوش مدو تسأل بيحنا مدو ويجا أسمينا وين شنا مستوى صني رايو كي ودق بولا بوليتيك شا إيرندو خير بعد شون سير برد أشليلوش لك إيرندوشن يعدي شيء تعاود عاود صنع بوخشة ستتوش دون تويست دوك ستتوش ستوش وين هي بدنا يهم دون صدق ترى هق دينا حق تسير تعاود خلي شيء أغيرسون تاشي أهو يوزيتني حارة إنسان تان زوجتني لا تنبوش خيات سان دون وهم دوحل إيش عندهم ده ما هاللاتر ده سون لاتر ده سون بوش تقولوا يا البوليتيك دون شيء دوش أوش بيربو يكل شورو أروح دعوة فوقيا وكل ده أش برد بوا بوالشة برد بوش بس أش بيح ما بيلش بقدر وش أو شو ويبقى ما بوس بيش بو يا извиняюсь что мы так плавно перешли на чеченский язык. У нас пошли вопросы, это как бы наши очень злободневные темы, да, вот наших внутриполитических каких-то
разногласий, так скажем, даже не разногласий, но есть вопросы, которые, да, споры мы должны разобрать. Это нормальный, живой политический процесс. Но мы сегодня заявляем, что люди, которые сегодня могли бы из старых политиков принять участие в этом процессе и самоотстраняются, понимая, что к чему, наверное, тогда им стоит честно признать, что они уже как бы завершили свой политический путь. Если они об этом не заявляют, они до сих пор являются авторитетами в чеченском обществе, и люди ждут от них, то они пребывают в таком не очень правильном состоянии. Тогда нужно отпустить умонастроение людей, сказать им: извините, мы уже свое время мы вложили в наше общее дело столько, сколько смогли. Сегодня мы уже люди пожилого возраста и не в состоянии ни физически, ни морально нести какой-то груз ответственности перед народом. Им нужно об этом заявить. Или же им нужно сегодня принять деятельное участие, заявить о своей политической позиции. А иначе это просто бесчестно. Вот так я думаю. Есть, в политике есть так же, как и спорт, и такое понятие вовремя уйти. То есть, и причем, когда это вовремя уйти на пике славы. Вот человек сделал максимум своего возможного в политике, внес для своего народа, его запомнили с хорошей стороны, и в этот момент он должен уйти и передать молодому поколению. Он должен учить их дальше, вот как бывшие именитые спортсмены становятся тренерами и учат молодое поколение спорту, или же какие-то отставные, я не знаю, люди других профессий также учат молодежь. Вот в чем предназначение тех старых политиков. Но сегодня мы видим, что молодежь смотрит на них с надеждой и не слышит их голоса. Вот о чем я говорю, никак не умиляя их прошлые заслуги. بلغ بالمناخ أغنية في عسي عطل نيس أغنية حبات كنا بفقون في الحياة نحن سارع هو سيد عسان أبو مسلمو فروي بشا وبيان عدول ليش هنا عدونا سو بشا بوه بلش بوليتيك أورا وجه يقر اللي هو طوله مسا متى حدا وشو جير اللي هو أبو مسلمو سيد عسان أمتانا يقيح شدي كدو تو سويغا تومرا خلصا قميل تو حلقة خل كيستيس تو بوغ معمود شاوز اكتس بول بيل تغل شاوغ اير دا سرعون تو بول بدل بوخون اشقاق لحكم يقا اوغ اوغ بيش بشونا تو شاريز وبوخشون اما شنوك دي غيرتي عدا احكميلة خموكشل شاسي بوخشا شاش كلبسين دو سيد عسانا نيقسم خاص مش بوخاسنا بويتها ميتسبنا وجاي حير ووج حالف ايه ولا مقشول شو بسوتانا ابتي مقشول شنو شوفا بوجينا او ريال what is it مقشول يا زريني يا استاق إيش بوش أكا أس روي موريني بوي أبوات الأول شنو لا در أس شا شوق حاوات ساق حاوات شا وشا بوش بيجا شا هم وات بو دو الدنيا أنت ها دا ويجا حبل بونيس نيا بو خاص نيا بو ديك تو خاص ديك دو بو دو شون خاخلي بيه شو يخاصون خاخلي بيه شو نكسر عتيجا وات بقى حر ونيا وسون سرا سون ديلي وين حلقة رواية أن سحني إنجلس بتشاقي تجا فرنسي تجا يا نيم توشة سحني داس وينه هم ودي داس بوصل ديننا وينه وين بوصل دين دوت كيس شيء كاتوليسيزم كريستيان سبوه سان شيء دين هي بو تنغ لا شاش كيس دوش شاش يحتخيت إذا سلاش ويا بوصل ديننا حرم دين يا بابيو بصحابنا شو خير شوي متين خير شوي ده وخير يشدات ويا بوصل الدنيا وي مخك داخل شو وي بوصل الدنيا بيوي داخل ده سند اشي ده وي نحبل بنيا بوي هون شو كل يلس من يشونا هو يرجل دول شو جوجت يشونا سند لي وي اذا سلو شوي دولش ده داير يرلي شوي يعني يرلي يتسع بوصل مجلس بوصل تقولش ما بقالنا عسو الحمد لله دال خاصتم بو عسو دوش ما قالنا سرازو إذا إكستريميست ولي
уже شيء شو دي لك دوي أو كيسنا أو رسين أو خاشتنا أو تكبر شو دي اللي دول يبيوغل يمتريول زي جين متر دول زي إيش ده تانو يورو فيها كي بعد إيش بقى شغل تاني شوقي سو كاشنا أبو سا دوش دول هم مش لا دوش ونا مش ناقصي بقى بوتيا تدو سون ديلي ده المغلق وأربع كنيا سون بيش شغلنا أنت حقشة شكا دقنا بدق يون شكلوسو إيش مسوا ويبوه قابل بيش بو ويب أربع كنيا أنريز بنو أما إذا بليسكي سويس دقة بوش سان فيتك أصحاب وش سون فيتك ساعتين وش بوشار بوغ يشون دعل بول لشبوي طبعا برت خلشوا دروجنا دعل بول يش بيوغنا بو سار هو تسخل سار بيخ وقت سون ديلا خطوباش سار سقيس خطادات مقشلة سون ديل دلا شو هرسيس سياش جيم يو تتين خام كيش دات على عطي شدرتيا بوغ شيوت تومل تعز والله عير دات وأربع كنيا توديني دوش شواسة دوش دكانسا تعور دوش نيا بوغ تويو دوش دات تون قاردنا لديا تون قاردنا تيورش لديا تون سبيكتاكل شو بريمير شو قاردنا أو هينسا أو سياج ده يا حريص جيرني صحين تدم بو يبدر بو على لا مقلع يبدر ديرس معمول ده يسونا حاله مدوش كادك كوتش إلي يتدم بيل بيشبوهن ده عشان سبب الأعداء يبدأ يخيطوا أعتقاس لكيت снупдона чтобы победило зло, добру просто нужно ничего не делать. То есть богу от ай харцу шашня тюрши. وي طبعا بقوا وغيضوا بوش عطى شيء خارسوا خارسوا دحل دو وداتسوا دحل عطى شيء وعطى عشتوا خارسوا هودي عشتوا يوم جيش ترى طبعا أسيهم هم بويزة طبعا عطى دي يش حاضروا دلع سقيت بقلا مقشوات تبتي حست صبرني وما كان تعدر بلي مشوار سيد عسان مقشوات كده عندنا تركوا ما كعبش إيش تسير هو ده وين فوز ما تفوزش مثلا ده إيش باتي مقش متعتي حالهم يا تندوش على المقش باتش شيء أو يوزت مقش باتش وين دق بو بقي ناخ وين مثلاش دق ده حكيتي وأنا شو ما دويت وين ونخشي قام دويت وين ده مقشش كلا يتن وقتك ده نعرف ناخ بحكش والله حنا لورش ور أرتوي وياش دو درزلش دات حيو وياش درز ده دو وياش حياة سعاس حياة سعاس عباس خالص كويا خدير دو دعش دي كم ياتن ولا شو حلا وقتي داش دعار ولري وقتك إيش بلي ويلورش وون هاي إيش تحل وياش وق شيء أنا فليت دونا شيء نا هنوزر وقري شوانا عطون كير متدوري دوب ويل دعوة أصلا وين كين مدو يا مثلا شوي ديلو شوي ناخدون ها ده وغادي انا عايز بعد صديق عايش ليش تيجي هو شو ما ده بوحدك اس دولش دك اس دير شنو ده ايش تخيل دي ايش دروي دم تاعنا تقدر تعمل تبج داعت ودو تصدق عايش اش ادمي مكشوش بس اليوم اش باح ما بيسوق ديلو شوات حق الرجال اخر خو اردوان كده تغير تسلي ده دونا يسوق سيغا ديش داتي معمول ديش داتي يراعي ديش داتي اذا نا هنخش ترى الدنيا ما بدو هالفيديو شقيو هذا دول هنا عدونا شو حال هيك تعوشون سووها تسوي عنا شو ده احسن يقطع اي مكشر ياش احتو باش اش انا قلت ايش سيقي سدي يزيد سدي يزيد هو لنا تاع انا بيستخرج تعقبوا دون تناخذون خارج يوتش خارج انه مش كنا لو تصدقش انا هنا تيجي ادم اصلا مدو تيجي اخرج ادم اصلا مدو يا حاجة حاول تسيدي إيش تبيه أولي دونا إيش بوت بقولوش نعم بيستغلش تابعش إيش بقول قنصان سون ده معمول سؤال ده ويندش تقولوا بح مسيري خلما بيز برت بير بوه تبعها كلهم تقوش عيدات كلهم أختارني كلهم يا جماعة حبة كان كيجي رخوي بو اتوزاج كيجي رخوي بو وخا كيجي شير أول شموي ده كيجي شير ستي يشفدوا خاوين وين لا احتلا قاعدوا مصر زايم نعشيهم خلا كيجي شنيا ثلاثة دون صور لك دون بقي نشا تخشور الرئيس باتل اتسالي بقي نش سديدي شوار اش سديد شوار الرئيس باتل ثلاثة دخ شوار كيجي شوار الرئيس هو دعت دون شيخ تنش بات بوش مصر زايم لا كيجي شوار شيء تاع اسوي بنشجوش شيء تاع ويش خلا دو
أمياج وبقى شار بيحكش تاها الستوس هنت تزمهلر نوع قام نوع قوم تقعد هم لدر خردات هم دون إيوانا دون دهنا خردات هور زاملو بيت نو دين سبعة يدير ها كمون يشتبور قاستوك شير كامبير نيرسكي وهنا عن كل أخذتشن دون قاستوك شير بوك إنترش سينس حلت الغاز بإسكا نوع تجدي عندهم دين دي عندير شيء مخكع سود استطاع شيء كويات سوى نوع شيء قام إحنا شيء قد يدات إحنا كيجر فوش كعدايم دوسر دو أسوتياشنو تهنا كيجر فوشنا جوزل يحتاجنا دوت أنا اليو إيمان دو لا أمبو راح يمكش الله يو أما الدنيا حيرش دوزر ذات إيش شجع در شو ده حدا ديش تشتغل كيجر فوشنا يبوي باقش بربيخ دلع ترى خدير دو صار كيركرة يوش حدا يعني عدل إذا ترى أش تعصد اللي قال كيجر فوش إذا غالش نيدوشن أش دين غالش أو دين غالش كذا نيدوشن صار ويت صار يرجو ياش سخلع ويدوش أوش سخلع ويش كيتك دوزيش سخلع شو ليش أهون إعلويات سو مونك شوات سو قلالو دات بوش حتى أتسويت أكتو شو كيجر فوشنا تشورنا وياش غيلو يوشن ويقدر دين غالش ساقل يو دين تقير مش وين بيجي بكتان دو اشتيا ديت صنديق يسمى انت دو اومت حدا يتنصحات ده دال جرجع دو جو بولا وي طبعا بيل استقبلش بيتون تم تدعوا وش ده وي بيش ده الملك شدو ويدين هو ديك دعيازوش يتبتر اول شو دعبي تجمع خاد وش بات وين دالة تخاد بطل ما الدنيا شعبي سنة مش تخاد بخيل حديث يعدال دو خيل تك شنقرو تنقرأ ديك هوش هوش هر ياسمني أخلو وعليش أم يولد والمتحم ده يدوش يجوجح شغلوش يقطع قروشنا هرم جوجح أخلو وعليش أم ولد تنقرأ تعديك ده يدو إذا ياسمن شو يقولوش تو هوجرت يتك والله تسات تبتر أنا دات تون هوش شق ده دات تون ما خد وش بعد ويتك كريتيكا واحد تندو تان كريتيكا واحد ما يتان وين كم يشبيه هو دينا يتعمو دينا دات دينا مصو نوحشي قوم وش يقدرش تقدر ونوحشي قوم إيه كفوتر وين الدنيا شو عسيدنا ودعلو يشتك دونا وات نقع ساعة كل وات ساعة ولا تق وات دونا أما لينا بوي مسألة سهل شيء كون سندل تبتدي دعولت هيك بوي مسألة دونا دعولت ما خدوا بعض وقت تقن تقويش دعولت تقن يديك نجي وونك دونا ومت سخت دو هذا تعقولهم برضو شو عديس توش تشوره إنجلس ماركر حدا عنده الخاطر Ассаламу алейкум, спросите Джамбулата, как без военного крыла в Украине от вашего лица их власть будет с вами сотрудничать. Сотрудничество украинских властей или же других каких-то властей правительств, европейских стран или других мировых каких-то стран не зависит от того, есть у нас прямо сегодня здесь и сейчас какое-то военное крыло в Украине. Те батальоны добровольческие чеченские, которые существуют в Украине, это и есть наше общее военное крыло от нашего народа. Наоборот, мы считаем, что те, кто создали там новые какие-то подразделения, они несли больше сумятицы в отношении тех, кто воюет в Украине с 2014 года. Этого не следовало делать. Достаточно было пополнить эти батальоны или подкрепить их. И сегодня мы с Анзором уже говорили, что нам нужно поддержать наших ребят в Украине, а не создавать там все новые и новые подразделения. Но если такая необходимость возникнет, именно в Украине имеется в виду, конечно, мы предложим дополнительную нашу помощь. Мы намерены завтра решить вопрос нашего политического будущего. Без политического обрамления любые военные действия они не могут иметь успеха. Любые военные действия или военная группа, она должна следовать какой-то политической цели. Поэтому мы сегодня решаем не праздный вопрос. Мы хотим сделать политическое обрамление нашего народа, активной части нашего народа. И, естественно, военное крыло у нас должно будет быть у нас на своей родине, в Чечне, в Чеченской республике Ичкерия. Вот там у нас должно будет быть свое военное крыло. Это ответ на вопрос. И сейчас мы ждем еще вопрос зала. Весна Савушна. فكر أساسات أزلنشكا بوشني فكر دوار بقرا بقدر فتبقى هنا دقنا ختم فكر دوارا صونا كان قاچم كدير إيش مسألة يلدو جيبا تلا يهوز شكا فكر يا ذكر نور النيات كان أبوح ونيات
طبعا أربع نيا بس بعشرشكا ويديش دينا حباشنا نيا خدعة أوران تي سنة تي دخل هربوش وها نيا قد اشتغل كردر أوران تي سنة تي دخل هربوش ولا نيا قد يخطر دكتورة ديشنا خويتك دكتور شوية خطر الله يسعدك بركة يسوع زمكي ده اللي يصلصه مش حتى البرد إذا بس هو وكيشنا ناس ندقوا خوش حتى دو إذا والله شيكو ما يعتوي ويش بصوا مالدو وإبي ده البوش دي وكده عندهم وهني عبير بو وإيش ده دين مدرسة ده دين فوال برجو إنه عندهم نخ ده فيس نخ يدوه فيس نخ دائما شجع فيس بدل حق صودر دوش ده وحلل الأمين دقوا ليرة برضه دينس أعتقد بوي دينس ليرة نباتي على خيرش تغنى سون بقى ديتش دقوا حيرش سير خيسل جنبوت وقت أول دقة على أوسر بس يسوق شو مديت سر حلق كمونستي زعم لا حد ونا وأدم تلغن دالة الخيرش زعم يروين مرج داش خير وين أدم وين تلغن أتصدقنا إيش تغنى غيرسون إغاستي دون إير يقولوا دق دال وين أم مرج ديتش بيخور ده سوينا وين مشكلة حق الدنيا ليرة بيسن يتسبيسن سون بيسن الخير تزدهنا تعشيك ويات قلية دوش ناخول كيجي بوشين عدوا بقي غيرشات إيش مت بوش ولا مت توش ولا تقول أحد دوش مت بوش سهول يلير بوش سهول طبعا دي تصير ويسدوش تكو عيدل دو ميلي تكراتي بو دوش دو ليش نحكي ما تعيش لير مشني عيدل دوس فتقوم وشينوك لير مي بول بصوب تاع حلقة بيعنا تسر قود بو إمو تسر شين عدونا شين تاع أقول ولا على كيوكل هو بارجي اشتاق وناه لوش وقت دين دوستك إيمان دوستك سطورتك قلبك دوش سلودتك ناخن تشبيح شورتك يا مرتوش بيشور أول بيشور نه حقشتك يشورتك وناه سلور إدي سنوي بيع إدعسة يلوه إن شاء الله دير دراسة تا إنه ملبو صار خارج بناه وحلق تشمل بو وأوم إحلو يوريات أول نوصلون سيجا خيردو إن شاء الله دون دين خيردو إيمان خيردو بقوة خيردو الدين سيو بقوة الدين داخل يشتش أدمش دو أدمش كل خيلة شاش بصل دو بوش شلغو يوش دك شعوي أدمن دك شو دك خايش يوش لا تلاح سير ديلش سبوه شلغو يوتارجع ويقوم دك الخوهلة وأم أستوش دات وتيج أمنخة ويمدوش نعوج ديش ديلي ندات إم ويدايش إما دون شاش تيش تيش ديلن دون دون دنيا تعدق قود بصل أمنش ساري دون شاش دين شين تقاتش دونا الدين حيهم تقاتش دين إله ترشلو بصو بس كشتي دهنا دونا ياش تون شو إلدو يا شجر دونا يا البيوت ياش إمدل أج إمدل نشبو الصوت إذا بدون دنيا تعليق شناع إيش تيل نشبو تير قطش خلما دي ذكر تهود زي إم دونا ويقام تاري على تون تسونا وينيخه شدين جاء وخير الخيل سودا وات أيوة زمان جاء ويسقط تو كي يجرب وشة سمعت دي تبع أصلا دون إحسقت تتلوش يا خيلسون ودايم دين عقيل دو غير دو أما وين قلت على قدو الدين دو هوش وين تحسبين عدلات زمان جاء الدو هندو كل يبدأ هم شنو يوم مش تعدوا ولا تحسيق ده تديزوي ويمارس ده شيء هو أدمشكع دوك تانيش ده أدمشكع ده تاع سقط شيء دوكوي سيد إنوش ناهن إيه تديوش إيش شيء قيدا مش بلا ناخ زانش إحيتان ديل إحيتان زانش شيء قدوم وش ده تلا إتان زانش ديل إحيتان زناهنا شيء قيدا مت بيتبيز نسوة مت بيتبيز أتكلم دونا بلوش ده يقول بيش استديونش يقول بيش لولا كولا الدنيا تاع مصنع دول سقط ومصر يجوا سودور سنة أتيتان عيد لو نقوش دو هوش نرجع معاش بو هوش هرب نش بو هوش ناخذ بيوش إذا تديز وين إدو البلد على تاعن مالجو ومالج بيشتري حجر شيل لها أتقوم يرشم ناخذ إيدوش خاصهم دعونا دو هوشكوش خاصهم شدرك تسمك شوي بخ أو قرطعنا مك شوي بخ وقت شوي دعونا إيش مصرهم دو إن كرتش هنا وين إعدادات أيوة زمان يومش نستر دو سكسكت درديو ويقولوا يوتشارجا وين ديش دقة بصوا دين دوشن وين دقنش جاح دلو وين إحيديلا دوشن وين مقطع وين عامل مقطع أما بتش حلقة دين جاح بسيط كيف كل شو politiken كيف بيز ملخ politiken كيف بيو خارشك بو إدوه تنقيشتك دين خير دو داتي بو خاطر وشي لاتش داتي وين تعرف
والله يا أخي دوق إن شاء الله تقول يلا دعت ويقع بص الدنيا عيوش بيلوخ تياب خارج والبوليتيكا تياب تعيل غروين تياب تعبت شادون يقوموا خارجا بكل شربو يحبل يحيل ناهن بيشبل ناه لوشبل إدو وين يبقى علاش نفتر ده اللي يسوي شو مش ده اللي يسافر كده شغلت بدرج يعني ياسا لما كان بدر جابون كنا دقدوش داشنا فوق ها بيحكي بيلا إذا ديسيسون دير دقدوش داشنا ومصو نيغبو أخيتسون مصو كيف البوليتيكا تيتا بونا بوي إدو أصدوش تقول أو حق إيش شون دوز دون ترى لا دو عشان ستانس ترى ويز وجه ريز بوش بول تاع بوليتيكا دحوا عشان بونا بوي تاريخ البوت عايشين كويوش دقدوش عيلم ناخ وي بوش دون تشي قول شيء غير بوش ده راح عيلم ناخ يتسون عيلم ناخ بوت سير دون ده راح تمام وبصوا خدوا البوليتيكا حق مصو كيف دينو مجد ما يجي أهون شلونه تعتنا داشنا مجد إيش نقبل وإيش نقبل ولا وين أستو ديش نقبل وين بيل نقبل وين أمدو أستو ديش نقبل مثلا دونا سونتي عن تعبي ووز إخوة تيجي دينا سمعت مواتي إزدان ونا ما بقولش والله يا شباب في النت أكسو وين كيفوت شولا دينو تسمع بقولش واتي بسون تسوي إزدان ها وين تسوي إزدان كده وين تسوي وين يز تقول شيء تاع حبي أن تعبر بقول سعيد الربع دونا وين تعدايم حبي أن بارم بيش بقول ويش بارم مو وين ميك واتس وين تعبي واتس ما نعرف وين تعخيل واتس ميك واتس ما نعرف مجوان الدكتاتور سمجوان طبعا صح دكتاتور هو شو شو بيت كدكتاتور سويزوان كي أرد دونا أول تبيزوان تاع وين مارش ويش بتشحن ويش فهم ديزوانا ويش مدل ويدا يشوش دونا هي تاتسا يقدر إنسان دو يهما هي الوردوي يتسوتي خوش وردوي ما تعشيشوا على غدوي نفوق در ويتعرفوا نعم سوتي أناليز ياش تبلغش بياش بوليتيكا عندك تدك حال الدنيا عندك روزة دويش بوش هذا يشتغل تروح عنديش من درجة عين زب مدر عبوش دارش شاعد الدبوخش ونظامت وكونستيتوشن نظام تاعشي بوصل دين نظام تاعشي نيسا وشا سعيد الوبوخ ليش يكينزا بروتكتورات تشوفها شو ونوحش شو كان ولا من كيمان إخا إن هذا آيات الله خميني سن ولا من ويشوفها واسينا داك شيء إنجلس بتشان إسكش هذا كتينا إسارة تتعلق ترو مثلا شاش تعجم تعوق تدخل كثير وغيره دحو شاش بيقولوا تخينا سقوط حوالي سعيد بوشة كاشي يشام يلا ناخن توشتك دوتش توشتك ديش شاش قوم ناقص دوشاش تأردو دخدينا ويتعقنا كلا وقت بيز قط ويدوش خلص ديز بوش البوليتيكال ساعدك إيش دوتان دقة ترى ساعة على واحد وروح يجي ساعة بو دديش وبريدكتره بو كلونه أشي تاع دول ديش خرج ويقول خرج ويقول ديش وشون خرج مقولي يخرج متوه تويش كله يحب يحكي بو بريدكتر شوي بريدكت شو شيء بيت يسبيش ما بيوي مخف أخساره الأفريقيري سأتبشر شوف شانية سار شادك سر معدن أوكسون ريسورس شو وكتشاتينا وجا قلت خابيش كل شيء إزواي شو وقت ودود شو كان ريزة خلا وشن جوا بو إمام بالله جوا خاص إمام بالله شو تعصون ده الوين يسديز وماش باش ده ودولشنا ما دوت عقينا شبع شو عالخ شال يوروبن جيجي ده تلا توشتار زوق مت كليروش وقول مارش دو دنيا تاع مت نوختي تشيو بوش إمام شملو تشينا مسو خالصون كلا البيت حوش نوختي تشو وياش سن تايك مشتت مدوش شوية دولة دياشة ودنيا تاع ثاني مت تاع يوروب تاع ديمقراطي هو يصور شينا ديمقراط شغل دوي فكم معنى بوليس عديك نقدويس ديك خزدة ديش ديك هي تمخيلات مسا همانت تانا وين يشور بتشال كيس ناخ يش شيء عبو
عشان آخر نوعی زنبیل بیاک بس نو اینجا پچاقی باش کاش را دو دا وچ خناحین یو سوق عمس کا دو وچ کاش راحین یو حق کاش را تم راحین خان ولا بناس حقس بدينوي كيها هو عاش عقا وباشكال يا تون دي ويا تون حق دات بو إدارة شبوية إذا وجه شاشة حق دينادو تون دي دار مقلع ويا واش ديش كيف بدوسو دين يلوردو خيما ديرزن واش نيشو بتشعب واش ويا غلقسا غوقسا يوخشو بري هذاك وقت دار مقلع إبراهيم ويديس يك نحن زاوية سوداء أول يزال شو جاي حلية شو يصير سيدا دوت سأله ودي خو ساعات توجه سعدوت زرق وي هنز فيجر خويا بو عمداش دين عماش بوش أردو حاوتوش دين عماش تاد دي خردر ترى شريعة كبوليتيكا وكان من رئيسنا تأتي جنبلات مبارا بوليتيك شدق بولش علم شناخر بول لغة عقدية خردر علم شناخر شريعة كبوليتيك وكان كيتر على رئيسنا. Гона Дересу. Тут мне прислали месседж. Я сегодня говорил о Кавказском союзе, который был учрежден в Украине, в Киеве 29 октября. И есть поправка: Всемирный чеченский конгресс, соучредитель Кавказского союза вместе с Дагестанским национальным центром. То есть я-то сам знал, что это так, но в речи, видать, упустил. И сегодня нас слушают многие люди в прямом эфире. И чтобы у них было точное понимание, что кто является учредителем и соучредителем этого союза, меня попросили также осветить этот вопрос. И сейчас у нас последние 12 минут, уже мы слышим звонок, мы должны освободить зал. Я вижу, в зале еще есть один вопрос, мы его послушаем, дадим ответ. И, наверное, сегодня мы закроем наш первый день съезда. Завтра мы соберемся, и завтра утром... Нет, планируем 10:30, потому что вот как сегодня, чтобы у нас не было задержек, мы, наверное, соберемся завтра 9:30, на час раньше. Мы предупредили наших журналистов, чтобы они тоже были пораньше. Завтра 9:30 мы начнем второй день съезда. У нас будут как бы... 9:30, да, 9:30. В общем, слушаю вопрос зала. Assalamu alaikum. Ibrahim zit eli se baga dehte so is haus matschieter bosbo is het was wel achterit is het boeia dakbos is dakbos ongerbo is boogstachels het aroma oogstachels het is nagat het Ibrahim zeer Allah Да, я слышал, тут у меня еще вопрос, Джон Булат, и тебе, Янзор, тот же вопрос о протекторате. Сейчас у нас многоуважаемый Махмуд Бибулатов объяснял на чеченском языке. Так как у нас очень мало времени, я коротко скажу, что чеченский народ самодостаточный. Еще в 19 веке, до оккупации Российской империи, Чечня была лидером по вывозу лесных материалов в ближайшие регионы России, там, Астрахань, даже в Иран, по вывозу зерновой продукции. То есть экономически Чечня это вполне себе самодостаточный регион. Не говоря о том, что сам народ, мы об этом сегодня очень много говорили, он имеет прекрасные институты, общественно-политические институты, древние, которые, можно сказать, сегодня многие мы видим здесь среди цивилизованного народа, которые живут теми же принципами, но, естественно, в других политических условиях. Мы в наших политических условиях, в нашей культурной, религиозной среде можем их воссоздать заново, и мы спокойно можем существовать самостоятельно, но при этом мы готовы к сотрудничеству с мировым сообществом. Мы хотим именно сотрудничества, а не какого-либо протектората. Нет у нас необходимости в чем-либо протекторате. Азор, тебе тоже вопрос. Да. За тесное сотрудничество. Мы, вот как сегодня было высказано, нет малых народов, есть малочисленные народы, но все народы, они великие, потому что у них у всех есть своя славная история, свои славные традиции, своя история государственного пути, особого государственного пути. Мы не можем сегодня просто так
переложить чужой опыт на нашу реальность. Потому что тот путь, который прошли состоявшиеся нации, он у них не был легок. Здесь европейские народы мы видим, они прошли через очень многое, прежде чем стать такими. И если просто заимствовать, конечно, мы должны брать лучшее. Но мы должны понимать также внутреннюю динамику этих процессов, как это все происходит. А это только происходит через собственный опыт. И, естественно, мы должны сотрудничать с этими странами, перенимать у них все лучшее, перенимать их опыт и отталкиваться от своих историй. Вот так мы видим, и мы не нуждаемся в чьей-либо протекции. Мы способны себя защитить. Если бы так не было, то сегодня Российская Федерация не вынуждена была бы держать 150-тысячную группировку в Чечне и вокруг Чечни. И мы способны к плодотворному сотрудничеству с миром, что мы доказали в краткий период независимости от 91 года по 94 год. После этого была послевоенная разруха, это совсем другая история. Всего 3 года фактической независимости, когда Чечня процветала и имела хорошие экономические показатели, когда сотрудничала с многими странами, нам просто не дали шанс завершить начатый путь. Сегодня такой шанс нам дает помощь Украины, переосмысление миром политики России. Все эти шансы у нас сегодня появляются. У нас открылось окно возможностей. Мы, конечно же, постараемся ею воспользоваться в полной мере. Да, мы сейчас завершаем. Всего 8 минут осталось у нас распоряжение. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам ва рахматуллахи. Свой вопрос. Я хотел бы побыть нашей организации. Вопрос моды устав мухлю, масса духанах в прямом эфире хавающего устав мухлю организации. Партию вступить партийный билет мух нефтебез взнос сумма штажим дахар штикшедер говоря слово. Değerli Sılsa ve Şara ve Bulan Binaga Bortman Şoyatsa, Koçua Doku insa Orkomitet Sjezdaju, Suyuqa Doku Besbesa Nahu, Ахта Бортман Шо Хан Шон Ихаду Шон Эдельна Дюца Дуэ, из-за как бы Эдельна историю, Ахта Съездящий Оргкомитет Ю Съезда, Сuyuqa Хан Библатов Махмуд, Ханзор Сайя Хан у Кебешку Шахтан Сабеш Кучабу, Сабеш Боч, Бахца и Штаглаша Будона. Вишта Ша и партии знову шугац, Бортман Шо Шие ступит тацига Ахта особо регистрации, Шума да свой Busum na shit ya shul yesh shit tak tiyosho da tsel busum tak khalar om da ayo ke shul tiyosho da chaiza tsuyuq wa ahi shul shul za so dakhil ya shmana shay baq haqiya da ish toqso da reslo shul ta بعدين раздавай Огромное спасибо всем участникам. И мы с Никитой ждем вас завтра утром в 9:30. Далди Хаберка Глюен. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفر الله ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Всем спасибо. Деревья слушал Масана.